Всем привет! Мы сегодня поиграем в новую игру от создателей Until Dawn и так далее. В общем, черные картинки у нас вышли, новая глава, новая серия. Называется она «Дьявол во мне», он же Devil in Me. Ладно, поехали. Давай, одиночная игра. Новая история. Так, ну давай. Ну, на норме, да, сыграем. Давай, новая ячейка. Поехали. Что там? Использовать геймпад. Использовать клавиатуру. Ладно. В принципе, управление тут, как и во всех частях, будет одно и то же. Ничего не поменялось. Ой, как долго грузится. нужно было нажать. Окей. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. У каждого выбора есть последствия. Ну, классика. Об этом прям будут напоминать каждые 2 шага. Некоторые решения спасают жизнь. Ну да. Другие же ведут к смерти. Ну, к дохлым крысам. Колесо 80 метров высотой, Джефф. Можешь представить? Ну, я пытаюсь. С него, наверное, вид на сотни километров. Угу. Если я правильно понял, это у нас Англия. 1893 октябрь. Мы должны на нем прокатиться. Если тебя это порадует. А меня Чикаго. радуешь ты. Выходит, Чикаго. ты от меня не устала после целого дня замужества? Я никогда от тебя не устану. Ловлю на слове, дорогая. Актеры, в принципе, те же, что всегда во всех частях появляются. Вот этот вот мужик с чемоданом. Это у нас был он в начале Man of Medan. В первой части самой. Он солдата там играл. А в третьей что-то я его не помню. Ну ладно. Кажется, пришли. Так он и в третьей тоже был солдатом. Я его в Little Hope не помню. О, да тут чудесно. Как в рекламе. Офигенно. Что такое обычный какой-то? Отель, по-моему, да? Это отель. Ну, пойдем? Позвони в звоночек, ну в чем дело? Мы тут что, одни? Наверняка все еще утром побежали на выставку. Долго же он до этого шел. Еще раз? Да. По всем позвони еще. Да, я не так представлял первоклассное обслуживание. Так, пойдем на выставку вечером. Наверное, все чем-то заняты. Ну, давай, предвкушение. Давай не будем ждать до завтра. Оставим вещи и пойдем. Никуда мы не пойдем, пока не зарегистрируемся. Как обычно, у Раз них не спешат, проблема с значит, лицевыми хотят, анимациями. чтобы все было идеально. Вот моя Мари. Куда она смотрит? Видит что-то хорошее. Она, по идее, она должна, разговаривая с мужем, она должна смотреть на мужа. Если это муж, конечно. Она должна смотреть на этого человека. Она смотрит ему куда-то, ну, в метр от его головы, по-моему. Ладно. Я приношу Ой. извинения за то, что напугал Какая у него и щетка заставил под носом ждать. замечательная. Надо было кое-что
уладить. Обещаю, что отныне вас ждет только хорошее. И усяки под носом. Я рад, что вы выбрали наш отель. Вот, распишитесь. Впервые в Чикаго. Рискну предположить, что вы приехали в город ради выставки. Вы правы, да, но это не все. Сегодняшний день для нас особенный. Мгм. Свадьба была, значит. Молодожены. Это же просто замечательно. Чё с бабой? Она стоит вот так вот, вся дергается просто. У нее эпилепсия, что ли? В чем дело? Я полагаю, что миссис Уитман захочет расписаться. Да, Мгм. сегодня начался наш медовый месяц. Мои поздравления. В таком случае нужна комната получше. Номер для новобрачных. Ой, он намного дороже. Не тревожьтесь. Доплачивать ничего не нужно. Это подарок отеля. Он натурой У возьмет. нас первые молодожены. О, как это мило. Спасибо, мистер... Холмс. Генри Говард Холмс. А если я не ошибаюсь, то это основано на реальных событиях. То есть такой человек действительно существовал. Но все, что, наверное, будет дальше происходить, это, ну, более на вымысел похоже. Прекрасный отель, мистер Холмс. О, благодарю. Я сам его спроектировал. Так вы архитектор? Архитектор, конструктор, строитель, врач, художник. Прям железный человек. Гений, плейбой, филантроп, миллионер. У меня много разных интересов. Впечатляет. Можете осмотреться. Мы продаем разные мелочи и сувениры. Я отнесу багаж в номер и прослежу, чтобы все было в порядке. Просто запишите, что хотите купить, и я внесу это в счет. Мгм. Спасибо, мистер Холмс. Вы очень добры. Все для наших гостей. Бля, он так жутко улыбается, этот пацан. Так, что из вещей я забыла? Без понятия, что она забыла, но я могу только выбрать либо коробочку, либо бутылку. Ну, давай вот эту бутылку возьмем. Там молочко для ванны какое-то. Ну, видимо, гель для душа, может, я не знаю. Ну и что, я покрутил. Мгм. Важная сюжетная развилка. Слушай, а тут, короче говоря, в других частях не было, но тут добавили инвентарь. Ой, простите, мисс. Осторожно. Знаете, мой муж просто не выносит нахальных мужчин. Ха, какой славный парень. И как дела в браке? Спасибо. Не жалуюсь. Пойдем наверх. Наверняка все готово. А, Ты что-нибудь присмотрел симпатичное на прилавке? В твоем вкусе? Все тебе скажи. То есть у нас что, в отелях еще кольцами барыжат? Ломбард, может, какой-то еще? Прям ручку мне показывает уже второй раз. Интересно, а что там? Неужели я женился на авантюристке? Колесо обозрения, тайная комната. Мы что, ищем приключений? Возможно. Он с ноги, что ли, дверь вынес?
Ворвался туда. Здесь просто идет ремонт. Да не Вот похоже. тебе и приключения. На колесе мы все равно прокатимся. Я знаю и смирился. Стой. Что это? На комнате как бы висит табличка «Не входить». Нет, они все равно вошли и начинают свой нос в чужие дела совать. Что это? Кто это? Что там может быть накрыто? Нахрена? Тихо. Так, нажимайте в такт пульсу, хорошо. Они еще и прячутся. Залезли сами, а потом прятаться начинают. Их в эту комнату никто не приглашал. Бля. Простите. Че, она напердела? Заблудились? Мы свернули не туда. Я слишком рано нажал на кнопку. Здесь опасно. Конечно, мы... Вы, видно, пропустили знак на двери. Видимо. Нам очень жаль. Мы же не хотим, чтобы вы провалились сквозь пол и разбили голову, правда? Нет. Слушайте, Пока это пролог, особо влияние каких-то событий, действий не будет жестким последствием. Игра, по сути, еще не началась. Меня только знакомят с управлением. нам очень жаль. Ничего. Я только волнуюсь за вас. Лишь бы вы были целы. Прошу, располагайтесь. Этот номер для вас. Большое спасибо, мистер Холмс. Устраивайтесь. Бля, у меня пока. так глаза тоже бегают жутко. Если позволите, меня Как будто ждет псих. работа. Мы с вами еще непременно увидимся. Боже. Что смешно? Это номер, достойный короля. Или королевы. Хитрец. Вот тебе. Жены так себя не ведут. Угу. Эй! В яблочко! В жопочку, Это а не в война. яблочко. А чё кидать не стал? Да. Вот она вечно не в ту сторону смотрит. По идее, она должна смотреть на цель, на объект, который пытается попасть. Она смотрит за камин куда-то, в угол, наверх. Она не смотрит на человека. В чем дело? Вот, у нее косоглазие, реально. На тебе в бороду. Победа! Ура! Нечестно! Я попал подушкой. Теперь секса немножко. Как насчет перемирия? По-моему, ты задумал какую-то хитрость. Вовсе нет. У меня есть подарок. Закрой глаза и встань к зеркалу. Это так мило и романтично. Если влепишь подушкой, получишь по физиономии. Все нормально? Да. Так. Открой глаза. О, Джефф, красотища! Спасибо! Вот. Ну, победа за мной. Иди теперь прими ванну. Скоро будет жесткое порево, а за ними подсматривают. Усатый еще тот дрочер, я смотрю. Любит подглядывать.
Ну что ты дергаешь, закрыта дверь? Ты еще, блин, ногами туда постучи. Ой, дура. Закрыта дверь. Заклинила. Она не заклинила, она закрыта. Может, толкнуть посильней? Сезам, откройся! Спасибо. Ты побрейся, а я быстренько приму ванну. И потом устроим рандеву. Я знаю это слово. Что-то неприличное на французском. Да, называется Кыш. трах. Брейся. По-моему, я забыл Имение. взять бритву и набор. Их наверняка продают внизу. Не задерживайся там. Не волнуйся. Все, мы теперь за мужика играем. Так, найдите набор для бритья. Но по логике вещей он должен быть у меня в комнате. Ну, у него в комнате. Или что, он с собой не брал это? Принадлежность? Походу, у усатого надо будет бритву клянчить. А. Я, конечно, зайду в эту комнату, но она закрыта. Спокойно. А быстрее может ходить он? О, я нашел кнопку, которая хотя бы хоть как-то ускоряет продвижение. Хм. Вот Готов поклясться, мы шли здесь. можно час ходить. Довольно-таки темно. Что? Угу. Ловушечка. Боже мой. Это странно. Он дергает дверь и сразу же такой типа что? Что случилось? И тут же от этой двери отпрыгивает. Он как будто знал то, что это ловушка. Это странно, правда. Мари! Так. Персонажи могут брать предметы из инвентаря. Нажмите, чтобы взять предмет. Хорошо. Надеюсь, это не алкоголь. Она тоже какую-то ловушку ей подстроили. Ну вот, никакой обнаженки даже. По идее, дверь в ванну должна закрываться, Это ты, милый? чтобы усатый не ходил туда и сюда. Джефф? Ну, это усатый. О, ты решил поиграть в другую игру? Расслабиться. Нет, осмотреть. Будем любопытными. Кто это тут подглядывает? Что вы себе позволяете, мистер... Холмс? Ну, Что вы здравствуй. здесь делаете? Джефф! Я боюсь, он вас не услышит. Нет! Не тронь меня! Но я не закончил. Они порезы забыли нарисовать. Не дергайся. Кровь брызгает, а порезов нет. Так будет только больнее. Ты лишь оттягиваешь неизбежное. Да, если бы я выбрал коробочку, то она как бы все равно бы в ванну полезла, но не смогла бы ему треснуть. Это особо ни на что не повлияло.
Что? Что вы... Что вы сделали? Успокойтесь, сэр. Ваша жена немного поранилась. Да, по чуть-чуть совсем. Все в порядке, сэр? Ну прям запах пилы, короче. Ну, правда. Очень на пилу похож. Мари! Ты упускаешь последний шанс признаться ему в любви. Мари! Мари! Где порез у нее? Блин, сколько раз он ее черкнул бритвой? 4, по-моему, да? Ни одного пореза. У нее есть тоненькая, ровная полоса на шее. И все. Хотя, по идее, она стояла, у нее должна быть вся грудь кровью залита, потому что он ей резал шею. И причем несколько раз. Он и грудь ей резал тоже несколько раз. У нее ровная, четкая линия крови. Все. Бля, такая чушь вообще. Мари! Вот у него все лицо залито кровью. У него только с носа бежало. Я такой злодей. Я убил 2 людей. Порядок во всем? Я так и знал. Вот почему у него так много колец. Это не ломбард, он их коллекционирует. Как убил человека, если есть кольцо, дай бог. Если нету, тоже ладно. И все в порядке. Да, ты погляди. О, какая красота! Для тебя все лучшее. Мама умрет на месте, такая... Послушайте, роскошь. мистер, вы здесь работаете? Здравствуйте. Приветствую гостей нашего отеля. Отличный саундтрек. Я его прям хочу послушать. Ну и, естественно, эпичное появление Стори Тейлора. Won't you spare me over till another year?
Это прям отсылка была жирная на фильм «Психо» Хичкока. Музыка у него в комнате не меняется. Здорово, давно не виделись. О, это вы. Долго пришлось ждать? Что у него с глазами? Всегда приятно снова видеть знакомое лицо. Вижу, вы вполне готовы к новому рассказу. Угу. Готово. Послушаем новую байку. Я рад вашей компании. Слишком долго я был один. Я смутно помню время, когда я не был хранителем этих историй. И какой прок от историй, если некому их пережить? Это история о творческих личностях и о том, на что они способны пойти ради искусства. Оно способно вызвать разные чувства. Восторг, вдохновение, страсть. Да. А еще сомнение, страх, ужас. Ваши чувства и ваши поступки повлияют на историю. Секундочку. Я чуть-чуть поярче сделаю, я не могу это наблюдать просто вообще. Так, кажется, здесь нет. Яркость. Давай вот так вот примерно. Время от времени вам будут попадаться схемы. Они показывают возможные итоги ваших решений. Порой самые незначительные действия приводят к весьма мрачному исходу. Как обычно, собирайте картинки, увидите Вам будущее. выбирать последствия. Вам отвечать. Я не вмешиваюсь. Это нарушает правила. Я могу лишь наблюдать и фиксировать все ключевые события. Спасибо, что он хотя бы в камеру смотрит. Полюбуйтесь-ка. Такая древность. Она называется обол. Их клали в рот недавно усопшим. В качестве платы. Собирайте их. Порой они лежат в странных местах. Я с радостью выменяю ваши находки. Поверьте, вы не пожалеете. Угу. То есть нововведение о том, то, что мы будем монетки какие-то собирать, и он, возможно, нам что-то будет открывать, какие-то последствия. Ну, либо рассказывать предполагаемый исход событий. Пока не знаю как, но ладно, хорошо. Что ж, приступим. Игра началась. Угу. Я буду наблюдать. Я тоже, в основном. Меня зовут Кейт Уайлдер, я магистр криминальной психологии. Я веду журналистские расследования и борюсь за правду. Возможно, вы видели мое интервью в утреннем Чикаго. Ну и даже когда ты просто говоришь как есть, люди считают тебя стервой. Но это не так. Да, я не идеальна, как и все, но я стараюсь и... Так, я Марк, я изучал фотографию в университете. Ага. Мне очень понравилось, и теперь я хочу заняться ей всерьез. Хуйню с бровями. Ну, да, это типа профессия. Я много лет занимаюсь светом. Вижу проблему. Это с первой части. Освещаю. С Man of Medan Baba. Капитана корабля играл. Болтать особо не с кем. И главное, что тут скажешь? Надоело быть одной. Простите, надо начать с профессии или с личной информации? Новая. У кого потом будет доступ? Не люблю говорить о себе. Так, я Чарли Лонет, родился в Англии, но тут уже лет 20. Прошлый проект шел по плану. Вот у этого персонажа, по-моему, лицо знакомое, если я не ошибаюсь. Он играл в Little Hope главного героя, у которого крыша поехала. Вроде, но он очень похож, по крайней мере.
Задумка была, по-моему, просто отличная, но в итоге вышло не так, как я надеялся. Получилось говно, если честно. Мы услышали достаточно. Разве? Снова Я прошлое. ведь едва начал, Ваша честь. Вы не понимаете. Куда он С смотрит? рождения во мне живет дьявол. Я мог противиться желанию убить, не более чем поэт может сопротивляться вдохновению. Ну, этот актер тоже был, а почему? Это же другой человек вроде. Он как бы одет так же, как тот Холмс, который резал, но у этого лицо другое. Или я что-то путаю. Ну, ладно. Выройте яму поглубже. Ну куда он Лучше смотрит? доверху залейте мой гроб бетоном, закопайте надежнее, чем кого-либо другого, а потом добавьте еще бетона сверху. Потому что смерть не помешает мне и дальше убивать. 7 мая 1896. Герман Маджет, он же Генри Г. Холмс, был повешен. Во время казни шея сломалась не сразу. Согласно записям, он медленно задыхался более 15 минут, пока, наконец, не испустил дух. Первый серийный убийца Америки признал 27 смертей. Но по мере того, как следователи изучали улики, обнаруженные ими в разных городах, число возможных жертв росло. Почти 200 человек. Первый серийный убийца Америки и, пожалуй, самый жуткий. Его гроб залили бетоном, как он и хотел. Надеялся ли он скрыться от Божьего суда? Или правда хотел помешать дьяволу выбраться наружу и снова убивать? Ну, может быть, к тому времени это был самый жестокий и многосерийный убийца. Но потом была куча маньяков, которые больше, чем 27 жертв положили. Того же самого Гейси взять. Ладно. Ну? Как вам? Пойдет. Снова как такой же расклад, как в Little Hope. Один Если учитель честно, и несколько Чарли, учеников. Это какое-то... Погоди. Лонит Entertainment. Это Чарльз Лонит? Слушаю. Можно, Чарли? Меня зовут Грантом Дюмет. Чем могу помочь, мистер Дюма? Вообще-то это я могу помочь вам. Послушайте. Взяли, Извините, прервали. Мистер Дюма, это звучит прекрасно, но я не хочу грубить, но в чем подвох? Его нет. Деньги для меня не главное. Мне много не нужно. Но своим временем я дорожу. Все должно решиться сегодня. Я пришлю машину после обеда в 4. Ждите. После обеда? Чем-то мне напоминает этот, как его, «Очень страшное кино 2». Вот там такое же начало было. Студентов приглашают в какой-то особняк, и они просто туда едут, чтобы провести выходные там. Что, для чего, ну ладно. На съемке нужно дня 2. Дергать команду на выходных – это другое дело. Они ребята с характером. А без них у нас с вами ничего не получится. Я вам все объяснил. Не тратьте мое время. Так присылать машину или нет? Да, конечно. Мы за. В общем, у нас в распоряжении 5 человек. Ну, сколько получится, конечно, столько и спасем. Желательно, конечно, всех. У нас, получается, студенты, документалисты. Ну, может быть, студенты, а может быть, нет. Ну, в общем, документалисты, режиссеры решили, в общем, прокатиться и снять материал какой-то. Дальше. Вы от мистера Дюмета? Мы... Ага. Грузимся, народ. Да, я.
Не надо. таинственный водитель, он не показывает его лицо. Прости. Ага. Ладно, это просто лампа, которая тебя украшает. Можем не брать. Хочешь? Ладно. Все будет отлично. но Показали его правда. педантичность. Авантюра. Веселье. Ну чего? Погнали! Ура! Юху, вау. Будет супер. То есть в этом доме у нас этот маньяк-подражатель Кстати, Холмс куда мы едем? Не любишь сюрпризы? наделал Знаете, ловушек, что но он их везет, я Начинай. так полагаю. Топику. Именно. Я без гроша в кармане, телефон сдох, и мы застряли в сраной топике. Я ни при чем. Да только ты при чем? Правда, потому что головой думать надо. Так, ладно, Чарли, что мы знаем об этом парне? Богатый, затворник, одержим Г.Г. Холмсом. Явно в здравом уме. Мы едем в дом, который он унаследовал от родственника. Вот тот был одержим Холмсом. Часть комнат полностью копирует замок убийств. У Дюмета есть чертежи, документы, артефакты. Я же сказал, это спасет шоу. И я не преувеличиваю. И это точно не вранье? Просто поверь мне. Простите за секретность, но прежде чем мы продолжим, я попрошу вас оставить здесь свои телефоны. Это может показаться странным, ведь я пригласил вас снимать мой дом на видео. Все же я против любой техники, В смысле? способной Вы с раскрыть ним сведения так Чтоб о названивать не своих начали делах или привычках. полицию и так далее. Это мои условия. Все видеоматериалы сначала должны быть одобрены мной. Я требую конфиденциальности. Я настаиваю. Что ж, он тут хозяин. Для нас это большая удача. Он мог просить денег, но не стал. Так что мобильники — это фигня. Ладно. Ради шоу. Обещаю, вы не пожалеете. Прям как в топике. Если этот чувак такой богатый, где прислуга? Он нам поможет? Ага, ясно. Не проблема. Спасибо, друг. Не напрягайся. Ладненько. Что теперь? Хорошо бы начать снимать озеро и общий план. Ага, только не в таком тумане. Вон, сверху вид будет лучше. Там, правда, повыше. Но вид отличный, сможем поверх тумана снять. Чарли, ты же сам еще на полпути выдохнешься. Да я в отличной форме. Марк, это полный бред. Да ладно. Идем, Чарли. Осторожно там. Ну, удачи. Идем. Так, давай, мы играем за Чарли. Сделайте несколько кадров с вершины маяка. Но для начала давай-ка... О, ничего себе, вот это поворот. Они бегать теперь умеют. Слава богу. В остальных играх они всегда ходили. Он никогда не бежал. Это было так утомительно просто. Так, к стене обрушившихся ступеней нажмите, чтобы подняться. Секундочку. Да, вот что тут. Искать-то нечего. Странно, что их прям к особняку не подвезли. Эй, народ, вы где? Идем. Туда можно сходить? Нет.
Кошмар, как громко. Его издалека должно быть слышно. Да, в теории я это знаю. О, план не сработал. Ничего, найдем обход. За мной. Так, подожди, я Жизнь должен за вот туда хороший кадр? посмотреть, по-любому. Что Не это вижу такое? ничего опасного. А знак, что можно упасть в океан? Так, опасность. По-моему, довольно опасно. Да ну брось, им просто положено что-то такое писать. Ерунда это. Не А успел я не согласен. прочитать, ну ладно. Не принципиально. Сейчас все равно пока Слушай, только с ладно, геймплеем хотел знакомят. сказать. Тут Спасибо за подняться, поддержку. здесь присесть. Какую? Что, за эти съемки? Да за все сразу. А то кое с кем бывает трудно. Я вот не могу понять, это ученики его, вот этого вот Чарли, Ремейки или ни за нет? что бы не согласились без тебя поехать. Я подумал, последний эпизод был говно, так что надо работать. Ясно. Ну да. Как Типа тут того. часто слово говно произносится. Можно зарубки делать. Чего тут? Сильный был шторм. Так, в память о жертвах страшного шторма 1 мая 1907 года. В этот день погибло 187 членов экипажа и пассажиров парохода Кассиопея, разбившегося о скалы внизу. Понятно. А, стой. Мне куда? Я же вроде только оттуда. Ну нет. Прям платформинг какой-то. Дальше. Так, чтобы зажечь, погасить источник света. Хорошо. Направить лучи. Так, у меня в инвентаре есть зажигалка. Наверное, у остальных тоже что-то будет. Кстати, типа как когда индивидуальное закончим, я оружие. съезжу на пару недель к родным. А как же монтаж? Мне нужно твое внимание к деталям. У меня сейчас и так куча проблем, Чарли. А, да, ладно, поезжай. Не, ну игра вроде пару недель. пободрее чуть-чуть играется, Грузи чем голову. предыдущие. Спасибо. С монтажом я справлюсь. Просто хотя бы потому, что там они Сделай, могут как я. бегать. Возьми отпуск. Тебе есть кого навестить? Ну, так, Никакой миссис Лонит не завалялась случайно нигде? женат на работе. Женат на работе? Мгм. Чтобы переходить по камням. И как идут дела в Ну, в браке? принципе, все на одну кнопку у нас. Если сравнить с реальным браком, весьма неплохо. Аккуратно. Женат на работе. По-моему, балансировать раньше не давали. Да, вода, конечно, прорисована такое себе. Давай, давай, давай. Боже, Скримерочек был. Манекен стоит, типа, отдыхает. наверное, часть старой экспозиции. Причем, блин, ты все равно же, ты же знаешь, что сейчас скример будет. Вот не зря такую затишье прям. Да, Ну, скорее к всего. скримерам никогда не будешь готовым. Дальше пошли. Как мы долго забираемся. Все, мы на месте, кстати. Вот эти вот монетки, которые сказали, Идёшь? блин, теперь Да, их придется искать просто смотрю на свет в тумане. постоянно. И как это впишется в шоу? Да, я так. Пошли. Хотя бы посмотреть, Типичный для фотограф. чего они Это нужны. просто так не выключить. Есть много пересечений между творчеством Открыто. и работой за деньги.
Ты уверен? Так, подожди, мы сейчас Скорее сюда всего, залезем мы обязательно. удачно Мы пересеклись. решили сейчас не трогать эту тему. А Главное, там у чтобы нас работать не мешало. маяк, да? Ладно, туда мы потом пойдем. Сначала в домик. Можно было и за домом посмотреть, ну ладно. Что это? Давно его не обслуживали. А сигнал почему работает? Но туман-то никуда не делся. Теперь тут автоматика. Каждый день его написано, что обслуживали в 2000 году. Обход, видимо, делал кто-то. Ладно. Так, в тумбочку залезем, нет? Прочитайте. Держитесь, ребята, это должна быть последняя неделя. Проверка сирены прошлой ночью прошла успешно, автоматика работает. Сегодня мы проведем последние испытания, а затем сможем собираться. Несколько человек сообщили, что тот бездомный снова ошивается поблизости. Мы собираемся усилить охрану комплекса и провести последние проверки сегодня и на всякий случай завтра. Нам нужно, чтобы кто-то пострадал. В остальном все работали отлично, так что продолжайте в том же духе, и к концу недели мы отправимся домой. В смысле, чтобы кто-то пострадал? Непонятненько. Все, выходим. Кроме одной записки ничего нету. Все, туда не пройти. Пойдем, мой шоколадный друг. Че ты туда уставился? Трубу захотел? Шли. Эй, Ники. Надо посвистеть ему. Так, ну тут цепи, ее ломать-то явно нечем. Закрыто. Логично. Всё, не посмотреть ничего. Дальше. Сейчас туда протиснемся. Он так дергался, пока по лестнице спускался. Стой. Давай. Как они в эти щелки проходят долго вообще. Давай, ползти. По-моему, тут на корточках можно неплохо было пройти. Всю одежду пачкать. Вон там, кстати, дырка в заборе. Да все, вставай, чувак. Он любитель поползать, походу. Угу. Что ты вылупился? Пошли. Постоянно ворон показывают. Зачем? Древняя штука. Так, вот это странно, кстати. У меня наверху была зажигалка, сейчас ее нету, но что тут персонажи могут брать предметы из инвентаря? Хорошо. Отмычка, нет, скрепка какая-то. Чарли может открыть ящики с зажимом. Угу. Что Вот это? нашли первую монетку. Это монета. За оболы можно открыть диорамы. Смотрите, монета. Прям собирательством заставляют заниматься. Извини, если кажется, что я придираюсь. Без тебя этого шоу бы не было. Это не так. Я, может, за рулем? В смысле? За рулем Lonit Entertainment. Но за двигатель То отвечаешь ты. не залезать, надо Это не пододвинуть так ее. устроено. Господи, вот и хвали вас после этого. Спасибо, Чарли. Я понял. Ну, бля, двигать надо, двигать. Все, слезай. Оп.
Прям этот вспомнился какого. Last of Us. Все, давай. Оп, отпустить. Но сначала, прежде чем залезать, давай-ка мы дверку дернем. Чтобы у нас скрипт, может, какой сработает. Ну, ожидаемо она закрыта. Все, да? Давай, полезли на ящик. Оп, оп. Прыг-скок. Подумаешь, вошли через окно. Как тебя не посадили? Тут кто-то есть. Боже, что это? Все, я спрятался. Спрятавшихся членов группы никто не заметит. Кто там? Какая встреча? С кем он разговаривает? Кто-то, короче говоря, вышел с этой двери. Он сказал, говорит, какая встреча, но никого тут нету. Что странно. Может, какое-то животное было? Угу. Введение открыто. То есть у нас кто-то может разбиться о камни. Ну и взрыв там и все такое. Все, нам туда. Скоро скример будет, кстати. Хорошо бы тут просто не сменить. И шторы повесить. И залить все санитайзером. Унитайзером все надо залить. Закрыто? Тут закрыто. Окей. Что мы тут делаем? Мы же на маяк вообще шли. Чарли, что-то мне это все не О. нравится. Просто у кого-то такое хобби. Да тут Не целая Ну и выставка. хобби. Да, странное хобби, как бы дохлых животных к стенке прибивать. Дело в том, что они разлагаются, разве нет? Тогда они свежие. То есть здесь кто-то живет. Что с вороной? Она обожженная какая-то. Кто-то из нее делает чучело, но не совсем это так. Тут я смотрю, батарейки есть, есть отвертки, клей. Из нее, скорее всего, машину делают какую-то. Дёрнулась? Что? Та штука двигалась. Да-да-да, вон там механизм через шею видно. Я же говорю, скоро скример будет. Они предсказуемые. Вот что это такое? Батарейка, да, какая-то там? Провод торчит. Чего не перевели? Он что-то сказал, но перевода не было. Так, еще выше, да-да-да, на чердак полезли. Так. Ну, он сказал, типа, все в порядке, но давай-ка мы включим субтитры. Потому что я смотрю, то, что некоторые фразочки они не перевели. Посмотри. Идеально. Точно. Снимай. Сделай панораму озера, пока остров не окажется в кадре. Потом укрупнение на маяк. О, это за нами. Идем. Пора назад. То есть у нас получается этот
особняк будет на острове стоять. Раз мы на пароме-то приедем туда. Это он? Не знаю. Я этого актера Я тоже его видел почти какой-то из игр. А откуда он вообще узнал про наше шоу? А. Он же у нас был в этом House of Ashes, в третьей части он был солдатом. Я как-то не спросил. Стрёмно. Так, ведем себя хорошо. Здравствуйте, мистер Лонит? Он самый. Я Грантем Дюмет. Поднимайтесь на борт и отправляемся. Это Марк. Марк. Эрик. Дай-ка угадаю, вот этот Грамптон Дюмет, вот этот вот лысый дядька, который на пароме приехал, я так полагаю, это его дворецкий. Вот этого вот подражателя Холмсу. Ему только нужно маленькую такую ручку, как в «Очень страшное кино 2». Джейми. Дамы. А это у нас Кейт. Рада знакомству, мистер Дюмет. Не терпится увидеть все, что вы для нас приготовили. Мы вам очень благодарны. Ну да, реально, как в «Очень страшное кино», когда он там курицу готовил, там типа дрючишь ее в попочку, облизываешь. Ну что же, отправляемся? Еще раз большое спасибо за предоставленную возможность. Не стоит. Вы, кажется, говорили, что ваш двоюродный дед... Давайте сперва доберемся. Я все расскажу на месте. Да, конечно. Любому это дворецкий его. Куча смертников просто. Да, особняк стоит на острове, чтоб тяжелее было выбраться с него. Все логично. Давайте пойдем к отелю. Держитесь рядом. Не расходитесь. Очень прошу. Так, не потеряйтесь, а то убивать будет некого. Нет. Ну что вы. Точно? Вы как-то не уверены. Вам ничего не грозит. Просто если что-то случится, до больницы добираться долго, так что осторожней. Здесь даже муха Естественно, без все ему капли поверили на полезет. слово. Они его видят 2 минуты, и все ему, естественно, должны верить. То, что вам ничего не грозит, все нормально. Только до больницы надо ехать хрен знает сколько. Сюда. О сумках не волнуйтесь, их принесут. Так, я не одета для похода. Не выкашли внутренности Чарли. Ну давай, юмор. Че душнить-то? Вдох и выдох, Чарльз. Постарайся не выкашлять свои легкие. Справлюсь. Просто представь, что наверху тебя ждут сигареты. Ты прав. Он явно всерьез подошел к защите. Кого он так боится впустить? Лучше спроси, кого он не хочет. Это серьезная защита, забор с копьями и колючая проволока. Вот это действительно серьезность сама. Выпускать. Джейми. Это я так. Ужастиков насмотрелась. Он просто любит быть один. Мы давно это знали. Давно это типа часа 2. Просто иди. Такая банальная завязка Марк, вообще. возьми камеру. Хочу тут записать вступление. Несколько кадров на подходе к дому. Весь путь не надо. Кейт пусть говорит на камеру, дальше я буду показывать. Меня не снимать. Я не должен попасть в кадр. Вам понятно? Я очень закрытый человек. Они все тут Конечно, закрытые, мистер по-моему. Ким. Тактичность кредо Лонит Entertainment. Вступление делаем стандартное, Чарли? Ну да. Свет норм. Все готово. Эрин? Звук в норме. Ладно, тогда поехали. А лицо Кейт готово? Слышь, я всегда шикарна. О, ты что, пытаешься мне понравиться? Камера пошла. Звук? И... мотор. Я нахожусь на частном острове, где якобы хранятся предметы из кровавой эпохи Генри Холмса. Сейчас я иду к дому.
Супер, Кейт. Теперь повернись к дому. И медленно иди. Так, все, хватит. И снято. Нам пора... Стой. Вот он сказал мне, это очень важно, я не должен попасть в кадр. Он уже попал в кадр. Причем до этого, скорее всего. Раз это документалисты, они только-только высадились, наверное, с этого парома, они уже его сняли несколько раз. Соответственно, сейчас он тоже уже на видео попал, он по-любому. Сейчас он даже за это не скажет ничего, будь уверен. Правда, пора идти. Как скажете, мистер Дюме. Сюда. Да, он ничего не сказал, он попал в кадр. Еще поснимай. Конечно. Там мужичок в штанишках знакомых прошел. Мистер Дюмет нас сильно ограничивает. Это точно. Осмотри тут пока все. Но тихонько. Он имеет право на секреты. Он странный. Я хочу узнать, что он скрывает. Чего ты от меня хочешь? Того, что ты сделала с копами в Глендейле. Серьезно? Ах ты ж черт! Что с Ты тобой? чего? Споткнулась о свое эго? Нужно отвезти ее в отель. Не могу пошевелить. Джейми, побудь с ней. А чё я? Ты можешь помочь. Так, правильно, Помнишь, как в тот раз? если я правильно понял, то она сейчас подвернула ногу. Но дело в том, что они даже это не сняли адекватно. Она просто шла и на ровном месте начала кричать. В Глендейле. А, точно. Окей. Мы сейчас принесем вам лед и бинты. В отеле же они есть? Да, есть. Когда идем? Что происходит? Идем. Я потом объясню. Вспомнила актерские курсы? Да. Зачем это все? Территорию разведать. Ну, а мы тут при чем? Я милая, а ты сумеешь хакнуть замки. Идем. Тогда все понятно. Прям такой хакер с отверткой. Долго же она старалась. А че наверху она поддевать отверткой не стала? Посмотрите остров. За кого играем-то? За Кейт? Ну-ка, давай проверим. Да, это Кейт. С Джейми у нее не очень отношения. Странно, но ладно. Эй, у меня есть вопрос. Можешь серьезно ответить? Ну там, не подкалывать меня и не выставлять полной идиоткой. От тебя зависит. Ладно. Скажи правду. Шоу еще можно спасти? Как знать. Какое Может, шоу? тут рай для журналистов, и мы найдем потрясный материал. По-твоему, Ага. есть шанс? Нет. Монетка В нашел. случае снимем проходняк, но нас это не спасет. Найс. Теперь их две. А где их можно применить, кстати? Вот моральные принципы. Не знаю, как работают эти монетки. Может, потом объяснят. Может быть, история Тейлора, надо их как-то менять. Так, частная собственность, не входить. Хорошо. Естественно, мы войдем. Че, это было не так-то просто? Осторожно. Да, некоторые фразы забыли озвучить и перевести. Ну, вернее, она сказала: береги голову. Береги руку, Сеня. Так, вот сюда можно как-то забраться? Нет. Все, отвали. Давай. Еще выше.
О, мог бы сказать нам одеться попроще. Да, они нормально вроде одеты. Вполне, чтобы перепрыгивать по крышам. Давай, давай, давай. Вот, блин, странно иногда персонаж застревает. Шею себе не сверни. Не хочу, чтобы Марк плакал. Какая забота. Спасибо. Аккуратно. Эй, Кейт, Все окей. давай еще раз. личико не поцарапала? Этому Этот надо, товар надо этому беречь, надо сучка. научиться. Такое будет часто по-любому встречаться. В предыдущих играх вроде не было такого, чтобы ты балансировал. Не припомню, по крайней мере. А вот тут, если это добавили, то это будет часто здесь. А, только побыстрее иди. Да что ж такое-то? Я не понимаю, что нападает? Я уже и так жму-то в ту сторону. И если ее налево заносит, по логике вещей, ты должен нажать вправо. Давай еще раз. Сейчас, кстати, посмотрим, как у нас этот, насколько быстро она может передвигаться по этому бревну. Теперь её в другую сторону заносит. Да что за хрень? Нет смысла тут стоять. Да, нету смысла. Чтобы она еще, блин, шла нормально. Тебя на середине бревна начинает заносить в ту или в другую сторону. Вот с балансировкой какая-то херня происходит. Просто я буду держать прямо. Все, ее ведет опять. Да, я стик вообще не двигал. Начинается, блядь. Давай, 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 быстрее. Maybe this is the way. Можно без этой хрени обойтись, а? Я вот как на картинке сейчас попробовал стик двигать туда и сюда. Тоже не работает. No point just standing around. Да заткнись ты. Блин, нигде от этого говна не отказаться. Ай, блин. Пинается. Давай.
Это что ж такое-то? Я не понимаю, что за хрень? Она проходит середину бревна, ее начинает просто... Куда бы ты ни нажимал, ее начинает вести в одну или в другую сторону, и все, ты больше делать ничего не можешь. Блять, как бомбит от этого говна. Фишка-то элементарная. Да, может быть и сюда, но твою мать. Это какая-то дичь вообще. Причем она может идти назад. Но только ты назад как бы сдаешь, и она это... Она вроде как начинает ее меньше клинить. Так, вот вроде ровно стоит, да? No point just standing around. Подожди. А, так это другим стиком вообще. Короче, чтобы персонаж у тебя балансировал на бревне, ты должен управлять тем стиком, которым ты камеру крутишь. А почему не другим? Интересно, Ладно. куда он ездит? Просто вверх и вниз по холму. Да. Эскалатор. Но что на той стороне? Дом там, чё за глупые вопросы? Кстати, а почему этот дворецкий-то не хватился 2 человек? Он же за ними так пристально следил. Все, уже не важно. Вы здесь постоянно живете? Прячьте. Всей семьей? Моя Что жена тут? умерла. А, Черт. Простите, Это не наши. хотела вас огорчить. Идем. Почти пришли. Не заметил. Пошли. Это идиотизм. Ничего тут нет. конечно же, есть. Давай выше. Так. Я думаю, что вот тут можно проползти. Нет? Как хочешь. Блин, ну правда, слава богу, что тут бегать можно. Закрыто. Ну, застрял. И прыгают они, кстати. Раньше просто, чтобы прыжок какой-то совершить, нужно было действие прожимать. А теперь немножко иначе. Интерактива больше в игре добавили. Если бы я любила ходить пешком, то не переехала бы в город. В мои обязанности это не входит. Мы сейчас тут прыгать будем. Кстати, давненько скримеров не было. Третья монетка. Прям какой-то звук такой жуткий. Жуткие. Так, все, давай, мы поднимаемся наверх. Нам туда нужно через этот домик перепрыгивать. И вон в ту сторону. Давай-ка вот мы сюда заглянем. Все, подбирать нечего. Напоминает говняный летний лагерь. Это отсылка на Query? Говняный летний лагерь. Так, нам туда, но... Давай-ка осмотримся еще.
Что-то еще вот тут, наверное, надо будет сделать. Так, если сможем завести и подогнать вагон, то переберемся. Угу. Генератор надо запустить. Подожди. Вот не зря вот это помещение тут. Бля, закрыто. И сломать нечего. Понял. Есть лестница. Давай, полезли. Так она медленно идет, а побыстрее может, интересно. Все выше. Ну, генератор просто так не запустится. Надо вот здесь сначала питание включить. Там дергать уже рычажки всякие. А Дворецкий вот правда, как будто не заметит. То, что у него там... Сможем его починить. Может. Дворецкий, правда, что не заметит то, что у него, допустим, вагонетка это заработала, да? То, что, ну, эскалатор, который не работала 10 тысяч лет. Можешь починить? За дело берется Джейми. Так. Нажмите, чтобы взять мультиметр. Джейми может использовать мультиметр для ремонта электрических щитов. То есть у нас появилась в игре головоломки. Серьезно? Как-то я немножко неверно. Упс. Так, отсюда, сюда. Включаем. Потом это. Отсюда, сюда. Вот так. Вот так. Вот так. Так. Ну еще раз. Верхнюю и нижнюю включаем. Потом это. Потом сюда. Потом так. Так и так. И чё? Я что-то не врубаю, здесь какая-то последовательность есть, что ли? Вот это включили. Вот это включили. Вот это. Вот так. Включить надо все в идеале. Почему нет? А может, это не надо? Нет? Какой начинать тогда? Ну это вот, допустим, вот с этой начнем. Сразу нет. Раз. Два. Три. Вот на картинке у тебя стрелка выходит. Хотя, да, отсюда даже не отойти, пока не решишь. Нет. Вот первая. От нее отходит стрелка. Вот вторая. От нее идет стрелка вниз. Теперь вот это. Отсюда ниже. Вот так. Вот так. Да. Последняя перепутала. Я понял. Да!
Ну, а за Кейт. Слушай, а Кейт такая-то в годах на студентку уже вряд ли похожа. А там что? Слышишь? Надеюсь, я удачно спрятался. Чтоб Шурка не торчит. По-любому этот же водитель был. Мне за ним идти? Он, наверное, пошел и выключил там все. Так, поточнее, давай осмотримся. Все. Заходим вот сюда. Тут у нас Что это? какая-то субстанция. Внимание, опасно. И все. Я так полагаю, что это ядовитая какая-то субстанция. Мы все лезем куда-то. Когда экшен уже будет? О, да мне уже полегчало. Дворецкий идет первым. То есть, соответственно, он же они же о чем-то разговаривали. Соответственно, он, когда будет идти, говорить, обращаться к сзади идущим людям, он будет, естественно, поворачивать голову. Если он будет поворачивать голову, он что, не досчитается, не может заметить то, что 2 человек не хватает. Их там не 50 приехало. Их приехало всего 5. Было 5, идут 3. Ты что, не заметишь, что 2 девок нету? Надо было немного посидеть. Я уже в норме. Мы нашли короткий И потом путь. раз они Нужно, ниоткуда... чтобы вы делали, что я говорю. Да, и потом раз они ниоткуда появляются просто. Вот, как черт из табакерки. И он даже не хочет спросить у них, где вы были. Конечно, мистер Дюмет, теперь все здесь. Можно идти. Друзья, прошу вас, не отходите больше от мистера Дюмета. Мгм. Пожалуйста. Кейт. Ну как тебе? Жуткий летний лагерь. Ладно, мы все равно скоро узнаем, что он задумал. Не волнуйся. Сейчас мы, естественно, узнаем. Мы уже час только, 1,5 часа я к дому этому уже иду. Ты идешь? Ага, Боишься высоты? ну так. Да. Перепугала Малахматова. О, Ну да. нет! Мы все умрем! Естественно. Надо попрыгать, подурачиться. Иди. Господи, расслабься, Марк. Тут даже характеры О, персонажей такие далеко типичные просто. лететь. Ты как? Посади тебе на плечи, сопереживай, ты справишься. Да, Ты сопереживай. сможешь. Смотри вперед, не вниз. Я знаю. Все окей. Он высоты боится. Правда? Зря посмотрел. Это просто вода. Выплывешь. И вообще, мост выглядит надежно. Типа. Давай, помогу. Ну вот. Все, ты смог. Не смотреть. Ах, не смотри вниз. Да. Вот. Так, Молодец. стоп, тогда у меня вопрос. Мы же недавно с ним поднимались на маяк.
он делал фотографии, панораму снимал с маяка. А сейчас он уже боится высоты? Что-то нескладно. Отец, Почему он так не переживал на маяке? Когда панораму снимал. Спасибо. В чем дело? Ты всегда меня выручаешь, когда нужно. пошли догоним Дюмета. Куда все делись? Простите, дорога тяжелая. Народ, шустрее, мы теряем время. Добрались наконец. Вы еще 508 ракурсов покажите этого дома. Место выглядит потрясающе. Да. Может, выходные не зря пройдут. Привет. А ты кто? Ты чего это? Ребенок. Я видела девочку. Вон там. Единственная фанатка? И та уже пропала. Какая же ты стервозина. В этом доме все очень старое. Пожалуйста, осторожней. Да, они уже заметили, то, что это старое. Это потрясающе. Ого! Смотрите. Просто невероятно. Да. Я, может быть, что-то забыл, но разве в прологе у нас вот эта семейная пара, она же шла по городу. Они не ехали на каких-то паромах, этого не показывали. Это странно. Ну ладно. Правда впечатляет. Могу я попросить вас всех расписаться? А это не все подожди. вещи. Не волнуйтесь. Это же, наверное, не прямо дом Холмса. Это, наверное, только подражатель, который сделал дом. Ну, наподобие. Наверное, так. Из багаж скоро принесут ваши номера. Они косметику Кейт тащат. Эрин, сигарета. В синем рюкзаке. Располагайтесь. Мы пообщаемся за ужином. 8. Мистер Дюмет, очень здорово. Я даже не знаю, как мне вас благодарить. Это просто невероятно. Я же говорил, что это хороший план. Чего невероятно. Я был прав. Они только приехали. Так, ладно. Давай мы перекурчик сделаем. Сейчас я подойду.
продолжить. Ноль 178. К чему бы это? Бабуля? Явился. Дела, дела, дела. Где ты шляешься целый день, пока я... Бабку специально не показывают. Возможно. Но это та, которую резали в ванне. Хотя 100 лет прошло, вряд ли. Нет, это неверное предположение. Тут сижу и беспокоюсь. Пропадаешь куда-то, и мне ни слова не говоришь. Но злодеев прям лицо не показывают. Эту песню я... Прости. Напугала? Джейми. О, господи! Я в трусы напустила? Как ты меня не услышала? Просто... Мне кажется, мы тут не одни. Кейт видела, как из окна на нас смотрит девочка. Вот кто это был. Девочка. У Дюмета могут быть помощники, семья или друзья. Мало ли. И все же... Это место меня пугает. Да, тут... необычно. Ты что, пела? Ой, да. Я ее пою, когда страшно. Эту песню я всегда пою. Паники, страху, Ой, не волю надо. даю. Не Но надо это петь. не помогает. Да уж. 181. Мой, похоже, за углом. 183? Это мой. Ясно. Давай. Каждому по комнате Удачи выдали. там. Не потеряйся. Понятно. Кричи, если что-то будет нужно. Спасибо. Я рядом. Нечего бояться. Хотя, слушай, да? Давай я быстро разложусь и вместе найдем твой номер. Мне в этом доме совсем не хочется одной оставаться. Да, давай. А то я бы заблудилась. Это коридор, ты чего? Ловушки будут у каждого в комнате. Так, ну вот. Что ж, тут... мило. Так, разочарование, как в капсульных отелях. Флирт, хоть не придется спать вместе, как в тот раз. Давай так. Прикольно. Опять будем спать вместе, а утром поженимся. Ты говоришь во сне. Ну, если ты не в курсе. Да ну. И про что же? В тот раз ты в основном бессвязно ругалась. А, так я не спала. Просто читала подряд посты Кейт в соцсетях. Ох, дико бесит. Слушай, только не злись. Но со мной она милая. И она переживает из-за Марка сильнее, чем кажется. Херня. Она робот. А где туалет? Стоп, что? По старинке. Фу, что за хрень? Если мне приспичит ночью, я рискую Чарли на горшке застукать. Подозреваю, мини-бара тут тоже нет. Тут ты ошибаешься. Я вам не стал Что это пить. это? Вино. Не видишь? Мне кажется, если мы Она это по бутылке определила или что? выпьем, Чарли будет ругаться, и мне будет стыдно. Опять. Да, он это любит. Но мы не на работе. Еще не снимаем. Напьемся, не начнем. Я ж не предлагаю напиваться перед работой в слюне. Ой, кого ты Зачем обманываешь? ты это делаешь? Просто пить хочу. Кстати. Если ты хочешь пить, ты просто берешь и пьешь Я? воду. Я милая? Оу. Так, вот тебе развезло фамильярность. Веселье. Вот тебя развезло. Что
Что скажет Чарли? Да, блин. Где она? Сейчас скример будет. Она вон там, около стены, видишь? Там довольно-таки пыльно. Блять. Это типа месть? Нет. Нарочно пугаешь? Получилось. Естественно, за ними подсматривают. С помощью ингалятора Эрин купирует приступы астмы. Скорее всего, все вот эти вот ловушки будут подстроены индивидуально под особенность персонажа. То есть, если у нее астма, к примеру, то нужно будет в определенный момент прям прыгнуть себе с баллончика, допустим. То есть у нее прям будут вот ловушка завязана на дыхании, там на задержку дыхания, возможно, потому что у нее же астма. Все верно. Все нормально. Давай обеспокоимся. Все точно хорошо? А то... Ну, я же тебя еще напугала, мало ли. Нет. Но правда, ты здесь ни при чем. Я просто пытаюсь сделать вид, что здорова, понимаешь? Как будто могу обойтись без ингалятора. Победа духа над телом, все такое. Но пыль, аллергия и прочее... Мне просто надо быть осторожней. И маньяк прям слушает, вот, какая у нее слабость. Точно? Да, точно. В общем, да. Уютно. Будешь это пить? Все, ты отравилась. А неплохо. А ты не врешь? Пикантный вкус. Хороший год. А чем Точно. открыли бутылку? Чувствую немного коры дуба, нотку цитруса. Ее так легко уговорить. Пьяница мать, горе в семье. И отдельно отмечу мощный привкус старых вонючих носков. О, господи! Вот ты засранка! Ты Чем мне вообще всё вы наврала. собираетесь это пить? Так, игривость. Я правда считаю тебя милой, я собрала вино говно. Игривость. О, прости. Если ты про то, что ты милая... Правда? Прервали диалог. Это у меня от вина лицо покраснело. Она еще не Совсем переварилась от даже. смущения. Правда. Клянусь. Прости. Не хотела смущать. Да, просто... То есть эти две больные дикарки приехали неизвестно куда, к черту на куличке, видят какую-то девочку странную. Ну, я бы сказал, в принципе, довольно-таки странный дворецкий. Они находят бутылку вина, каким-то чудесным образом ее открывают, и начинают его пить. Тут вообще никакого инстинкта самосохранения. А если, допустим, это крысиная отрава? В этом доме вот прям вот в таких бутылках крысиную отраву хранят. А если это какое-нибудь снотворное? Если это еще какая-нибудь яд там, я не знаю, быстро, долгодействующий, к примеру. Вот из-за тупости, в принципе, часто складываются... Вот из-за тупости персонажей часто складываются фильмы ужасов, сюжеты фильмов ужасов. Вот, к примеру, почему нельзя практически докопаться до действий Эллен Рипли в фильме «Чужой»? Потому что там, там действительно логически правильно поступает персонаж. Тут же они все глупые и тупые. Ой, ладно, давай дальше. Мы работаем вместе, а Чарли вечно бухтит, что нужно быть профессионалами. Конечно. То есть, на самом деле, мне очень приятно. Эрин. И я тоже считаю, что ты милая. Просто, Лесбиянки. Приблизиться, естественно, что. Будем развивать. Ты чего? О, боже мой, я...
Я думал, хотя бы вот в этом сюжете не будет подобного. То, что геи, лесбиянки, трансвеститы, вот это вот всякое ЛГБТ, то, что уже много, уже перебор. Они навязывают, это уже зрители не знают, как пихнуть это, вот эти вот отношения нетрадиционные. Ой, блин. Вот ты сучка! Да я прикалываюсь. Ты режиссер, я сучка. поцеловать хочу. Просто боялась сделать первый шаг. Зачем вот, Ой, вот прости, зачем вот эти вот прости. лесбийские отношения в игре? Ну зачем они нужны тут? Без этого бы могло обойтись. Чтобы раскрыть персонажей, ну, не обязательно их делать нетрадиционной сексуальной ориентации. Это дрочил возле двери. Чё, враждебность? Какого хрена, Чарли? Дрочишь тут тихо. Какого хера, Чарли? Ты что, подслушиваешь тут? Что? Не, я только пришел. Чего надо? Я... Вам как-то помешал? Нет, мы Да, просто болтали. Чарли минус. Думали, потянет ли сеть наше оборудование. Можно было вообще, в принципе, промолчать. Ну ладно, у нас с Кейт плохие отношения. С Чарли вроде, ну ладно. Ага, да. Если дом питается от генератора, надо узнать его мощность. Мне плевать, что вы делаете. А чего бродишь? Я не могу найти номер. И пиздец, как хочу курить. Кури обои. Странные ещё. штуки на дверях. Это цифры. Они идут по порядку. Это удобно. Спасибо, не помогло. Так, минут 10, и давайте потом вместе обсудим первую сцену. У нас целый вечер. Может, после ужина? Хочу отдохнуть после такой дороги хоть немного. После ужина будем снимать. У вас 10 минут. Куда он смотрит вверх? Чё у них вообще у всех Ладно, проблема со тогда зрением? скоро спустимся. Вот сейчас вот она, допустим, стоит и смотрит вверх в потолок, в угол комнаты. Она не смотрит на бабу, она не смотрит на дверь, на мужика, который уходит. У нее зрение постоянно, вот у всех, в принципе, персонажей здесь. Очень большая проблема с лицевой анимацией и со зрением. Они куда-то смотрят вообще, ну, вот, вверх они, как правило, смотрят. Либо в стороны. Они не смотрят на объект, с которым разговаривают. Они смотрят в угол, наверх, в потолок, куда угодно, но только не на другого персонажа. А, Эрин, я осмотрел синие сумки. Сигарет нет. Я их туда положила. Так найди. Может, кто-то из нас дальтоники не знает, какая сумка синяя. Так, раз, значит, разговорами покончено. Продолжение следует? Да, продолжение следует. Продолжение следует? Да, обещаю. Вот она смотрит периодически нормально. Вот это сейчас смотрит выше, в Удачно дверной найти косяк. комнаты. Давай, скорее, бегом. Почему они убегают? Куда это они? Это не зря показали. Опять она смотрит в потолок. Костюмчик знакомый. Перчатки как у водителя, кстати. Ну, я говорю, то, что водитель и был вот этот вот изобретатель. Чарли, спальня, 26 октября. Ну? 7:30. Я ищу. Кейт просила передать.
Сломай стены. Как найти выход из лабиринта тревоги? Вы что, издеваетесь? Вдруг это поможет тебе справиться со стрессом? Мне это не нужно. Какой еще стресс? Ну? Похоже, что у меня стресс? Не отвечай. А визитки хорошо вышли. Ага, теснение. Гораздо солиднее смотрится. Любите вы, старики, визитки? В смысле, профи. Старая школа. Я заказал поплотнее бумагу и логотип из фольги. Написано то, что Чарли может своей визиткой ящики открывать. То есть у них что, пластиковые визитки? Черт. Надо было одну дать мистеру Дюмету. Нашлись? Нет. Клянусь, я точно сюда положила. Не понимаю. Как игрушка могу сказать, что будет скоро реально крипово. Ну, по идее, они тут так или иначе всегда пытаются скримерами попугать тебя, каким-то сюжетом увлечь, и немножко, как бы, в целом это все хоррор, по идее, должно быть крипово. Дай бог, если будет действительно страшно. Я на это очень надеюсь. Но только пересмотренных фильмов ужасов для меня пока это галимое клише все. Весь зачин, весь сюжет, пока это все избитый уже до истерики эти истории все. Да. Майя. Ладно. Так, перетряхни все, посмотрим другое. Ну, давай указания. Так, прекрати бессистемно копаться в вещах. Начинай искать с умом. Methodical. Синяя сумка, передний карман. Я специально запомнила. Их нет, Чарли. Нет? В смысле? Их что, кто-то спер? Да, прошлой части я все прошел. Хотя Кейт вполне могла бы. Я только не проходил еще Квери. И... ну только Квери я не прошел. Вроде все. Или Джейми. Мне жаль. Так, сдержанность. Займемся другими делами, и недовольство деталей важны. Ну давай сдержанность. Ладно, есть другие дела. Этот отель огромный. Неужели во всем отеле не завалялось ни одной сигареты? Так, хочется курить? В вестибюле был бар. В баре должны быть сигареты, так? Ну, технически в барах курить нельзя, так что... Почему? В некоторых проверим. барах можно курить. Если найдешь первый, я все прощу. Так, найдите бар. Вот опять. У нее большие проблемы со зрением. Давай мы здесь осмотримся. И вот отличный плюс, правда, то, что персонаж может бегать. Масштабы это, тут, конечно, блин, просто... так здорово. Не верю, что Потому нам что вот иногда они, ну, во всех играх они очень медленно ходили. Это так Вот напрягало есть. вообще. Что поделать? Неважно. Главное, что люди запомнят. Так, давай, поднимаемся. Книжечку потерял. Точно, Живи свободно. Правильный настрой. Держись меня, Эрин. У меня большие планы. Все? Думаешь, будет Блядь. новый сезон? Это мои проблемы. Ты Да. Давай сейчас они проговорятся, и я почитаю. просто следи, чтобы у меня все шло гладко, а уж я обеспечу тебя работой. Согласна? Да. Ладно. Он книжку положил, почему-то больше ее не берет. О, взял. Так, живи свободно. Как найти выход из лабиринта тревоги? Профессор Хантер, автор научных работ и консультант, который уже более 25 лет помогает пациентам преодолевать тревогу и панические атаки. То есть, о чем это говорит? То, что у нас один персонаж, у него астма. У другого, вот у нас этот мужик в кепке, у него тревога и паническая атака. Бывает. Он не зря эту книжку читает. Не просто так он с ней ходил. Так, эта книга поможет вам шаг за шагом найти выход из лабиринта тревоги. Уникальный 30-дневный план включает в себя советы и рекомендации по снижению тревожности, которые легко внедрить в напряженную повседневную жизнь. Профессор Хантер помог тысячам людей справиться с тревогами и дал им силы встретиться лицом к лицу со своими демонами и обрести свободу. Живи свободно. Как найти выход из лабиринта тревоги, признанный бестселлер. Понял, принял. Зачем он с собой не взял? Зачем он кладет книгу вообще на пол, если
Он мог положить ее, допустим, вот на столик. Я, кстати, думал, что там проход какой-то. Ну ладно. Все, побежали. Когда он бежит, у него зажигалка не тухнет. Я не знаю, что у него за бензин такой. Видимо, очень хороший бензин. Так, Гретом Дюмет. Это у нас визитка этого дворецкого. Грантом Дюмет архитектор. Визитка найдена. Угу. И таких еще 5 штук. Слушай, собирательством прям заставляют заниматься. Монетки собираем, какие-то визиточки. Что еще будем собирать? Ну, как бы нововведения есть в игре по сравнению с другими частями. Но какие-то лучше, какие-то можно было и не делать. Вот монетка. Это уже 3-й, 4-й, да, по-моему? Для чего-нибудь пригодишься. Озвучка, кстати, такое себе. Некоторые фразы не переведены. Некоторые диалоги бывают, обрываются. Ну ладно, в принципе. Ничего важного не пропущу уж точно. Чик. Нам не же надо. Сейчас я вот тут гляну еще. Ну как здорово, то, что персонаж может бегать, это прям замечательно. Раньше, когда он плелся просто медленно по вот этим вот длинным коридорам кишкообразным, это было так нудно вообще. Так, мистер Морелло. Добрый вечер, спасибо, что разрешили связаться с вами напрямую. Ваш издатель сказал, что вы хотели услышать мое предложение. Похоже, у нас есть общие интересы. Я потратил несколько лет на создание идеального туристического места, связанного с Холмсом. В точности воссоздав отель «Всемирная выставка». Да, то есть, короче говоря, подражатель вот этого Холмса у нас сделал на острове, чтобы тяжелее было выбраться оттуда. Он сделал этот, ну, якобы музей-отель, сделал, короче, он его на острове воссоздал. Тут, я думаю, как бы антураж знакомый, как бы, но там же острова не было в прологе. Так, дальше. Воссоздав отель «Всемирная выставка», мы пока не принимаем посетителей, поскольку нужно закончить еще пару мелочей, но я считаю, что человек с вашими знаниями мог бы дать нам бесценную информацию перед официальным открытием. Приглашаю вас остановиться в отеле на выходные. Предложение распространяется на группу из 5 гостей, так что вы можете взять с собой 4 друзей или членов семьи. Я вынужден настаивать на том, чтобы это приглашение оставалось в тайне до публичного открытия отеля. Поэтому зовите только тех людей, которым доверяете. Надеюсь, вы сможете принять мое приглашение. Пожалуйста, ответьте, чтобы подтвердить свой визит. И укажите 4 гостей, которые хотели бы вы взять. Если вы согласитесь, лимузин заберет вас и ваших спутников в 7 вечера в эту пятницу под железнодорожным мостом на углу Уоллес-авеню и 63-й улицы в Энглвуде, Чикаго. Уверен, ваш визит будет весьма интересным. С уважением, Гратом Дюмет. То есть у нас, получается, дворецкий, который на пароме с девочкой убежал, он еще и сам высылал приглашение. Ну, рискну предположить, то, что у человека что-то вроде раздвоения личности, возможно. Он тут же делает и вот эти вот ловушки с манекенами и так далее, ну, типа а-ля подражатель Пилы. И тут же с девочкой какой-то замес вот этот вот. Он и водителем, возможно, был. Он, возможно, был и дворецким. Все вместе, как бы. Ну вот насчет бабки пока я что-то не очень уверен. Ладно. Тем интересней. Привет, Грантам. Спасибо, я с радостью приеду. Думаю, мои жена и 2 дочери присоединятся ко мне. Да и мой брат Фрэнсис сейчас тоже в городе, так что он будет 5-м. Я готов им жизнь доверить. Так что конфиденциальности можете не беспокоиться. Увидимся в пятницу, Джо. То есть это вот старая группа, предыдущая, видимо. Это предыдущая группа людей, которых позвали в этот же отель. Все, давай спускаться. Я что-то с зажигалкой бегаю, ну ладно. Эй,
Чарли, Чё? можно мне в новом сезоне больше заниматься звуковым оформлением, чем-то творческим? Эрин, ты уже и так делаешь для нашей компании много полезного. Что, таскаю твои сумки и хожу в химчистку? Именно. Чтобы добиться успеха на ТВ, надо пахать. И браться за любую работу. Причем в этот отель приглашают определенных людей. Не абы кого, не как попало, это не рандомные люди. Приглашают определенных людей, возможно, с определенными даже отклонениями. Возможно, вот только документалистов. Не знаю, почему именно. Ну, объяснят, наверное. Я думаю, тебе нужен помощник. Помощник? Просто дурацкая идея, Чарли. Я не Помощник? Сейчас я Личный по кругу ассистент? обойду. Что ж, остается радоваться, что пропали только сигареты, а не оборудование. Ну да. Кто эти А я сундуки помогала с утащит? монтажом. Не понял? С монтажом? Со звуком. Я тут подумала, у тебя такой богатый опыт, ты столько всего знаешь, поэтому ты мог бы многому меня научить. Да, тут я согласен. И помощник наверняка не потерял бы мои сигареты. Именно. Так, ну журнал регистрации. А ты Да ещё задолбали хочешь стать разговаривать. режиссером, Чарли? Я уже режиссер. Я про настоящие фильмы. Со звездами и с большим бюджетом. Эрин, ты должна понять кое-что. В работе, которую мы делаем, очень серьезной работе, важны не звезды. Важна правда. А, ясно. Ага, прости, Чарли. Значит, фильмы не хочешь снимать? Может, сменим тему? Люди, которые были тут записаны в книге регистраций, кто-то 5 дней находился в этом отеле, кто-то типа 10, но возможно это вранье. Это, возможно, рандомные имена, фамилии, чисто чтобы сбить с толку. О, может, мистер Дюмет у себя в офисе? Он точно знает про сигареты. А, они же не в курсе, да, то, что Дворецкий удрал. Я понял. Ой. Тут закрыт. Надо только сюда. Так, двери с замочными скважинами можно открыть с помощью ключей. Логично. Так, вы знаете, что это за шум? Откройте бар. Нас не зря, кстати, привлекли. Маньячелло хочет, чтобы мы находились в этой комнате. Надписей новых нет. Кстати, можно полистать же. Так, тоже 22-й год. Прям целая семья. Морелло. Чарли. Кейт. Джейми. Марк. Кинан. Это вот нас записали, но дата выезда не указана, естественно. Причем люди, которые уехали, это было день назад. Я все пытаюсь почерк сравнить. Вроде надписи все разные. Разной рукой написано. Ладно, допустим. Так, что? Куда нам идти-то? Позвонили на барной стойке. Вот здесь позвонили. Ключики. Эрин, я нашел ключ. Который бирка не сразу же прогрузилась. Кстати, туда же тоже можно зайти.
Ну-ка вот здесь. Это для писем. Почты. Вот это вот. Откроем. Никак. Подожди, а вот у визитка есть. Чик. Вдруг сработает. Странно. Как вообще визиткой можно, блин, замки открывать? Аж сломается и порвется. Ну и все вроде. Нам нужно обратно, где вот она стоит. Нам туда. Все, кстати, ключ, если ты использовал, то Может, один раз. я в сувенирном магазине посмотрю? У меня уже был сегодня приступ астмы, так что мне лучше не возиться в пыли. В сувенирном продают сигареты? Наверняка. Они опять нам обозначили то, что у нее астма. Вперед! Скоро персонажей будут разделять. Это пока мы по одному, по двое ходим. Так, еще одно видение. Он может сгореть, но не точно. Не зря, кстати, он зажигалкой бегает. Но фильм прям... Ой, игра претендует на фильм «Пила», вот вообще, по сюжету. Ты такой... Это манекен. Ого! Механический? Ха! Чего Обалдеть. изволите, мистер Дюмет? Пачку сигарет, пожалуйста. Мне сигареты, пожалуйста. Слышишь? Ау. Кстати, не зря тоже акцент дается то, что вот сигареты, зажигалка, огонь, прям... Вот не зря эти дела показывают. О, я курить хочу. Ща покуришь. Глупо было надеяться. Ну и ладно. Спасибо, робот-бармен. Конечно, сэр. Как скажете. Да ладно. И прям одна пачка. Благодарю, мой механический друг. Это очень признателен. подозрительно. Это подозрительно, реально. Так, ну все, да, вам тут больше делать-то нечего особо. Кто тут? А вот я тоже, кстати, об этом подумал. Уж Мистер очень на Дюмет? сияние похоже. Эй! Ну, которая Кубрика. Доброе утро. Я Честер Белл, заместитель директора Федерального бюро расследований. Примерно в 5:30 по местному времени группа под руководством спецагента Гектора Мюнде при поддержке сотрудников полиции провела рейд в номере мотеля недалеко от Бирмингема, штат Алабама, с целью поимки Мэнни Шермана, также известного как «Зверь из Арканзаса». Благодаря новым методам психологического профилирования, спецагент Мюнде и члены оперативной группы установили личность подозреваемого и с абсолютной точностью предсказали его передвижение. Рады сообщить. Мы его взяли. Взять-то взяли, отпустить забыли, да? К чему бы это? Ну, газетенка старая, то есть, если, судя по журналу регистрации, отсюда выехали день назад, ну, этой газете, блин, она полуразложившаяся какая-то, ей уже явно, наверное, может быть, даже год, а то и больше. Кто-то очень бережно эту штуку хранит. Ну, в смысле, газета не просто так, может быть, валяется. Ну, пока только предположение. Так, что это такое? 19:00, пятница, 17 октября 2017 года. Мисс Келли Шрёдер.
И я хотел бы еще раз поблагодарить вас за невероятную работу, которую вы и ваши коллеги проделали в отеле. Примите мои искренние соболезнования. Несчастный случай, постигший бригаду на озере, настоящая трагедия. И я чувствую в этом свою вину. Как дань их памяти, я последние несколько месяцев вносил завершающие штрихи в облик отеля, и теперь с радостью могу сказать, что мы практически готовы к открытию. В качестве искренней благодарности я хотел бы пригласить вас и ваших коллег присоединиться ко мне на торжественной церемонии открытия в пятницу 17 ноября 2017 года. В 7 часов. Смею заверить, это будет незабываемый вечер с тематическими развлечениями и мужским квартетом. Уверен, побывав у нас, вы убедитесь, что ваши усилия не были напрасными. Ричард Белл к нам. Причем эта фамилия больше, до этого нигде не фигурировала. Я хочу за бар зайти, за стойку. Мне показалось, или у этого манекена, вот да, что у него тут написано? Это серийный номер. Поближе бы как рассмотреть. 0028 бар. Серийные номера тоже просто так на манекен не клеятся. Это говорит о педантичности, кстати. Да. Вот тоже. Они пьют бухло, которое находят там. Неизвестно что, какого происхождения вообще этот напиток. Он курит сигареты, хрен его знает. Может, там по бомбочке в каждой сигарете торчит. Уж очень подозрительно. Единственная пачка, которая находится в отеле, в автомате. Что-то тут нечисто. О, да. Конечно, ему надо... Возможно, их травят по чуть-чуть. Поищите деньги в баре. А у самого денег нету. То есть он ищет сигареты, он пошел в бар, чтобы, если что, их там купить. Но денег нет. Странный он человек. Что там, надо кредиткой поелозить? Ну, давай попробуем. И все. Потом я угощу. Со вторым скримером что-то они подзатянули. Я думал, он будет чуть раньше. Деньги-то возьми. Тут что-то поорал, и я денег не взял. Да. Иди к папочке. Пачка ниже стояла. Эй! Эй! Для счастья нужно совсем немного. Пачку сигарет в кармане. Я что-то не так сделал? Может, это к лучшему, кстати. Что? Нет. Нет, не надо. Сегодня и так херовый день, и ты делаешь его еще хуже. Надо что-то подцепить. Чё б такого тут? Надо что-то, наверное, длинненькое такое. О, да. Он с руки стреляет. Это было бы слишком банально. Что? Нет, давай работай нормально, говна кусок. Кстати, пачка сигарет уже была открытая. Все сигареты, они должны же быть закрыты, там сверху фольга какая-нибудь, еще что-нибудь, да что угодно. А тут пачка, она, во-первых, открытая, во-вторых, там нескольких сигарет уже не хватает. Потому что сигареты в пачке набиваются плотно.
там есть расстояние. Долбаное старье. Отдай их мне! Дай мне сигареты! Ах ты. Ну все. Я сейчас схожу за механиком, и уж тогда мы тебя расхерачим. Эй, Чарли! Да, я еще в баре. Нам надо всех собрать, и пора идти на ужин. Ладно, иду. Странно, показывали то, что у него за спины к нему крадется кто-то. Какой-то персонаж, человек, я не знаю. А тут раз, и его нету. Это призрак? Сомневаюсь. Он единственное, что мог резко... Ну, судя по строению комнаты, он единственное, что, услышав то, что идет эта баба, он мог в сторону шагнуть влево. Тогда его могло бы не видно. А к тебе Ладно. я еще вернусь. Только лом захвачу. Ты там один внутри? Кто это за стойкой? Что? Все, сигареты ему уже не нужны? Он же готов был, я не знаю, чуть ли не ломать этот автомат. Быстро он сдался. Марк, спальня Марка. Эй, есть идея для вступления. Хочешь с... Да, если мы сейчас все сделаем, может, Чарли перестанет все за мной переснимать. Да. Окей, ладно. Что? Ничего. Одну секунду, и можем идти. То есть ты из-за ничего такой несчастный? Да. 100 раз уже объектив протер. Я готовлю те... И все. Да. Ты вечно тонешь в мелочах, Марк. Как насчет рискнуть и просто... И прервали Помню, диалог. как ты маялся целую неделю, а потом отказался от новой работы за одной лишней пересадки на метро. Пошутите о работе. Я отказался, чтобы не бросать тебя с Чарли. Я же не изверг. Я серьезно. Я тоже. Ладно, забудь. Класс. Дай возьму камеру. Давай сами, с естественным светом. Вестибюль Кейт нам минус. подойдет? Вроде должен. То есть я пошутил, а мне за это еще и наказали. Чего, блин? Хочу выглядеть нормально. Энтузиазм. Дженни может поставить свет. Ты в любом свете хороша. Давай заверение. Тебе любой свет идет. Не бойся. Пытаешься подмазаться? Да. Работает? Романтика Немножко. вверх. Отношения. Марк, почему все уверены, Плюс. что я тебя Хорошо. бросила? Если бы Джейми узнала правду, отвалила бы. Постой. Я тут ни при чем. Не знаю, это мило или эгоистично. Или как? Скоро золотой час идем, можно мне сказать. Ну давай предвкушение. Попробуем. Скоро так. золотой час. Надо найти хорошее У них место. типа роман раньше был. Да я смотрю то, что тут лесбиянок показали. Ну, естественно, старик в очках. Ну, как бы старик. Ну, стариком его не называть. Мужик в кепке, короче, которого с сигаретами. Это единственный, у кого нету пары. А так, вот я смотрю то, что... Вот этот вот, как его там забыл, не помню, Кейт. Понимаю, откуда такое... Как его зовут-то? Марк. Вот этот Марк, он с Кейт, короче говоря, общается. Ну, они хоть и бывшая, но пара была. Отсюда у него такие вещи, типа романтика появляется и так далее. Он немного неуверенно себя с ней ведет. название? От силы минут 15. Да, но нет. С правильным рефлектором. 15 минут. Максимум. Так, давай найдем место и начнем уже. Спасибо за помощь. Ты меня просишь, потому что руки коротковаты для Кстати, селфи. в этих, да, в принципе, во всех этих играх Supermassive Games часто бывает так, то, что ты вроде видишь, ну, два ответа, короче. Ты даешь, вроде думаешь, что он будет, ну, типа, в положительную сторону влиять, а его херак, а он вообще в минус уходит. Иногда у них вопросы, как бы, ну, вот эти вот развилки ты не угадаешь, потому что они вроде как бывают равносильные,
ответы даешь, но какой-то плюс, какой-то минус. Это сделано так, чтобы, ну, увеличить реиграбельность, чтобы ты хотел всегда положительно отвечать. Скорее всего, так это сделал. Нормальные у меня руки. Куда? На балконе будет неплохой ракурс. Поищем, как туда попасть. Так, погоди-ка. Как твой новый дом? Пока сойдет. Доволен? Я там сплю и храню вещи. Так. Аренда на короткий срок, чтобы спокойно искать что-то еще. Что ж, разумно. Ты сказала мне съехать, вот я съехал. Это был комплимент. Да я так. Я боялась, что ты будешь спать на диване в студии и потратишь полжизни, пока найдешь идеальное место с правильными обоями так на криво. нужном расстоянии от остановки. Думаю, эту тему нам тоже стоит добавить в список запрещенных. Да, пожалуй, ты прав. В игре, кстати, побольше интерактива уже Раз стало. приехать завтра не получится, можно я через Инвентарь. неделю вещи заберу? Растут прям. Так, ладно, дальше пошли. Я что-то о чем-то другом думал, а они тут болтали, что-то им надо какой-то ракурс было, да, вроде? Сейчас посмотрим. Мимо не пройду, это точно. Иди. Ну все, больше идти некуда. Вот сюда можно зайти еще. Эй, стоять! Я свет ищу. Помнишь разговор о границах? В мою комнату можно входить только мне. На его бреет уже. Обычно я Не благодарен просто так. психологу, но иногда он дает идиотские советы. Ой, сколько тут коридоров. Там что-то есть. Причем такая комната с картой, какие-то скляночки, банки. Но вообще к этому отелю такое ощущение, что я куда-то в другое место заглянул. На кухню это не похоже, типа. Ну, как бы, может быть, эта комната и подразумевалась как кухня, но тут явно этим не занимается. Там вот еще ширма. Что это такое, холодильничек какой-то, монитор, причем современный. Не просто так. А что это за барокамера-то вообще? Что-то в этой камере или делают, или хранят, определенно. Тут свет какой-то. Ладно. Нам сюда? Секунду. Надо туда все осмотреть. Все, пошли туда. У нас женщина заждалась. Библиотека. Если Дюмет нас тут застанет, он будет очень недоволен. Он же Кстати, просил в одиночку не бродить. И мы почти помним, да, то, что у Марка, у него боязнь вынесли высоты. дверь, что ли? Что имеем? То есть у нас психические отклонения, то есть панические атаки. У чела в кепке, я забыл, как его зовут. У одной астма. У этого Марка, у него боязнь высоты. Бы попасть сюда. Мы? В общем, мы не должны нарываться. Пожалуй. По-моему, Дюмет из тех, у кого крышу сносит, если что-то не так, как им хочется. Да? Как догадалась? Потому что нас оставили без смартфонов? Да, только что же фокус был. Ладно, не принципиально.
Похоже, мы тут не одни. Костюмчик, как у Холмса, этот мужчина таскает. А каталка у него нужна, чтобы что-то тяжелое перевозить. Черт! Какой себе скримерок. Я чуть не обосрался. Так, Джозеф Морелло. Был ли он дьяволом? Это как раз книга по Генри Холмсу. Вся правда о первом серийном убийце Америки, Джозеф Морелло. Разве Холмс считается первым серийником? Сомневаюсь. С начала работы над первой книгой в 2002 году Джозеф Морелло увлекался расследованием дел серийных убийц. И главной загадкой для него стал Холмс. В новой книге Морелло анализирует свои исследования и статьи за 15 лет, отделяя факты от вымысла, чтобы рассказать правду об историческом деле первого... Чего? Об историческом деле первого серийного убийцы Америки. Был ли он дьяволом? Книга понравится всем поклонникам творчества Морелло. Журнал «Настоящие убийцы. Глубокий анализ ваших худших кошмаров». Ежемесячный журнал «Ревью». Ну, это прям, я смотрю, Библия для этого маньячелы. О, свет хоть. Некоторые предметы же они могут без света и не заметить. Что-то подобное было. Давай, чик. Стол. О, такое я помню. Я в средней школе всю свою парту изрезал. Дерзкий. Это все? Ладно. А может быть это вот, я не знаю, случайно. Может быть это, блин, какой-нибудь антикварный стол, что... Может, по нему мечом кто-то долбанул. Может, при транспортировке поиспортился. Такие выводы тоже делает на ровном месте. Что-то надо посмотреть. Книжечка. Марк может дотягиваться до предметов с помощью монопода. Эх, руки короткие. Надо... А, вот. А причем этого монопода раньше не было в инвентаре. У меня только 2 предмета было. Оп. Рождение, смерти, браки. 10 июня мистер и миссис Роберт Холл из Сильвер Спринг объявили о рождении дочери Мэрилин в больнице Уайт Оук. 10 июня Эйлин и Стивен Райт из Норт Парк объявили о рождении сына Морриса в больнице Уайт Оук. 11 июня от имени своей дочери Люсинды Мюндей гордые дедушка и бабушка Джордж и Ирен Мюндей из Сильвер Спринг объявили о рождении внука Гектора Вейена в больнице Уайт Оук. И причем это обведено прям. Зачем кому-то записывать рождение определенных людей? Ну, наверное, будущие жертвы, может быть. Не исключено. Девка коленки протерла. Что там? Балкон. Тут должен быть проход. Угу, задний. Недоступно. Ты посмотри на эти обои. Угу. Капец они старые. В этом доме все капец старое. Да-да, Я согласен. думала, он старый только снаружи, а внутри все современное. Похоже, Дюмет любит старину. Трудно тут все сохранить. Я тоже люблю. А я что-то не совсем понимаю. Они приехали в старый особняк, в котором, в принципе, никто не живет, отель древний. А что не хотели? Какие-то апартаменты, я не знаю, 5-звездочный отель там увидеть? Причем к тому же, во-первых, их на халяву
позвали, так что могли бы не выделываться. Я вот о чем-то, что там наверху леса стоят, так что дом в ремонтном состоянии, так что, по-моему, нормально. Люблю антиквариат, но во всем должна быть какая-то мера. Мэнни Шерман родился 1 января 56 года. Да ладно, вы это знаете. Чего вам надо? Что это? Ха. Вижу, вы тщательно подошли к делу, агент Мюндей. Любимые телевизионные программы. Первые домашние... Мюндей, фамилия такая была. То есть этот агент Мюндей, кто-то записал, когда он родился. И потом он стал агентом. Животное? С кем вы дружили в детстве? Что за чушь? Это допрос или вы что-то разнюхиваете? Так сложно спросить прямо. Хотите знать, что меня вдохновило? Я был недостаточно оригинален. Хотя, пожалуй, был один человек, который вызвал у меня интерес. Генри Говард Холмс. Почему? Да потому что он был первым. Первым в Америке. Основоположником ремесла. Он установил стандарт, понимаете? Учите историю, Мюндей. Книжки почитайте. Вы думаете, раз мне нравится тыкать в людей ножом, я идиот? Я, предположительно, убил 13 человек, прежде чем вам хватило ума найти меня. Угу. То есть у нас... Гнить же все будет. Гнить? Вон, видишь ключ? Нужно только туда попасть. У нас это маньяка брали интервью. Ну, допрос это был точнее. Надо туда, говорит, Дом попасть. старый. На пляже может быть мертвая рыба, животные в лесу. А что как туда угодно. В попасть? любом случае, она давно сдохла. Лестница есть, точно. Давай, залезай. Окошко тут не открыть. Угу. Я так еще на всякий случай осмотреться. Вдруг чего можно еще сделать. Ага, чик. Надо будет перепрыгивать там, где пол слон. Просил бы бабу, она довезла бы. Надо толкать ее, а он, блин, залезает. Вести ее надо как-то. Вот, толкать, залезть. А пролезть? О. Keep your head down. Осторожней там, говорит. Так, оттуда явно нельзя допрыгнуть. И все. По идее, это путь один. Сейчас я найду эту камеру. Попробую. Вот отсюда, с этого ракурса за нами следили. Через стену, что ли, нас следили? Если только вот в светильнике, возможно, камера какая-то стоит. Но ракурс вот отсюда был. Че, не пробраться? Ладно. Да и все, в одну лестницу. Ну давай попробую к окошку подойти. Нет. На выход, если. Тоже закрыто.
Ну что делать-то? Вот эту, наверное, штуку надо подвинуть. Отсюда сюда. А в какую сторону? Хотя подожди. Вот толкать. Угу. Вот это как работает. Чик. Прям очень похоже реально на Last of Us, Uncharted. Когда двигаешь вот эти вот кривой анимацией. Двигаешь вот эти вот всякие приступочки. Какие-то коробки. Ящики. Так, ладно. Мне кажется, или кто-то кричал? Марк, ты как там? Скоро вернусь. Блин, а я думал, что мне надо будет залезть по этой лестнице. А чё ты спускаешься? А, ну, надо обратно этот ящик вернуть. Ну, точнее, стеллаж, шкаф. Давай. Иногда в играх помечалось, как двигалась мебель на полу. Ну, вот они, следы остались. Или они уже были, но я что-то не видел. Но пока у этого Марка больше всего в инвентаре всяких плюшек. Точно, мы же, он же за ключами шел, а я уже это запамятовал. Ну, просто он долго все делает. Уже забываешь, что надо. Так, ну и чего? Я сюда пришел, дверь закрыта. Есть вот эта тумбочка. Стой. Где тут мигнуло действие какое-то можно делать. Вот, залезть. Ты, говорит, справишься. Вот, все. Добрался куда надо. Больше взять тут нечего, только ключи, да? Кстати, бирки с ключами и сами ключи одинаковые. На баре почти то же самое было. Есть. Возможно, не просто так развесили вот эти вот все ключи. Ну, типа, обычно же подобные вещи должны находиться на ресепшене. Стоит просто как вкопанная. Хотя, в принципе, что ей делать еще? Так, ладно, где балкон-то этот? Вот он. Прям ключиком чик. Ну, хватит уже. Тут не так высоко. Мой организм думает иначе. Правда, есть вопросы. Он же с этим челом в кепке, они вместе поднимались на маяк. Он не переживал, то, что там будет высоко. Он, говорит, снимал там панораму и так далее. А тут он, не знаю, он стоит на балкончике, держится за перила, как бы, целых 1,5 метра высоты. Так. Я думал, мы спешим, не волнуйся, ты отлично выглядишь. Да, подбадривание. Чего ты так паришься, мисс? Я всегда шикарно. Ты отлично выглядишь. Будет плюс. Ну, романтика, это ладно, это не важно. Ничего не добавили.
Я ей, значит, комплименты отвешал. О, котелок этого. Кейт, зацени. Его шляпа. Чья? Г.Г. Холмса. Это, наверное, вообще прям реликвия. Блять! Скримерок. Бля! Я чуть... Эта хреновина вдруг выскочила. Это было прикольно. А сейчас уже не прикольно. Видишь? Что это? Какая-то аниматроника? Да, и пиздец стрёмная. Это просто кукла. Но ты испугалась. А ты 2 раза. Эй, Чарли, уже 8. Пора на ужин. Черт, мы протупили. Время еще есть. Пошли, а то Чарли нас задолбает, что мы опаздываем. Эй, не хами, Чарли. Он первый на меня наехал, хотя я просто делала свою работу. Это я стою перед камерой, а не он. Да брось, ты жестоко по нему прошлась. Ты, конечно, была права, но он от этого только больше расходится. Это его проблемы, Марк, не мои. Так, напор, мы устали от ваших ссор. Сопереживания. Чарли иногда ведет себя как придурок. Давай сопереживания. С Чарли иногда бывает сложно. Ты видел его заметки? Надо со всеми персонажами видел. стараться дружить. А его тексты хрен произнесешь. На бумаге еще ничего, но это так не работает. Я предлагаю Кейт, плюс. варианты, а он мне рот затыкает. Просто ты... Просто он думает, что ты работаешь на резюме. А что тут такого? Так, обида. Он считает, что мы его собственность, безразличие. Все режиссеры такие. Ну, не знаю, по мне так и то, и другое как бы не очень. Промолчим. Да похрен. Так или иначе, я сваливаю из Lonit Entertainment. Поддержка, уходи пока можешь. Я думал, мы уйдем вдвоем. Причем это разочарование вообще. Ну давай поддержка. Молодец. Это явно правильное решение для твоей карьеры. Это прозвучало искренне. Так и есть. Да Чарли бы мигом от нас избавился, если бы ему это было выгодно. Он использует нас. Я этого не заслужила. И ты. Мы все. Вот это представление. Бросай новости и становись актрисой. Меня прям проняло. Хоть Оскара вручай. Ты не знаешь, о чем мы говорили. Я слышал достаточно, и предательства я узнаю. Особенно меня разочаровал ты, Марк. Что бы ты ни планировал на будущее, сейчас вы работаете в Lonit Entertainment. И сотрудников Lonit Entertainment ждет на ужин хозяин этого дома. Чарли, извини. В Lonit ведь работают профессионалы, так? Ведите себя соответственно. Класс. Такой начальник. Теперь будущее есть только у тебя. Прям разъебал Он ведет себя заговорщиков. как ребенок, и мы опускаемся на его уровень. Определить-то нечего. Но лицо прям не показывают до последнего. Прям интригу тянут. Ну ладно. Чарли, ресторан. 8 часов. Ресторан прям. Один стол стоит. Просто столовая тогда уж. Нам же можно выпить? Да, пожалуйста. А кто-нибудь видел Дюмета? Может, подождем? Наливай, Марк. Так, по побуждению давайте расслабимся. Он позвал нас на ужин и не явился. Давайте расслабимся, допустим. Да не волнуйтесь. Мы же только сели. Сейчас придет. Он же хозяин. Решительность есть? Я, кроме смотрителя, Ну, тут всё. никого не видела. Наверное, он сам готовит ужин. О, мистер Дюмет! Эта прическа вам так идет? Мы открыли вино, надеюсь, вы не против? Дюмет? Да, он точно не придет. Стоп. Почему это?
Он прочитал все твои язвительные твиты. Я не... Что за хрень, Джейми? Он поднялся на паром и уплыл. Что? Когда? Как только мы разошлись. Так он свалил? Точно? Ерунда. Ты ошиблась. Я что, слепая, по-твоему? Зачем так делать? Это бред какой-то. Ну, во-первых, Дюмет, он может быть и не дворецкий. Никто об этом не говорил, то, что я вот Дюмет, я дворецкий. Нет, он их просто доставил, как он сказал, когда представился. Я типа вас доставлю до дома. Может, он просто провожатый, и все. Может быть, он доводит людей и уходит, а они прям от него какого-то ужина уже ждут заоблачного. Это странно. Они очень торопились. Кстати, ты права. Тут есть девочка. Я искала номер и видела их вдвоем. И снова гениальный план Чарльза Лонета накрылся. Что дальше, босс? Домой вплавь? Зачем звать нас сюда и на ужин, а потом сбегать? Так, хватит сомневаться в моих решениях. Заверение. Уверен, у него есть веская причина. Давай заверение просто. Значит, были причины. Мало ли что случилось. Может, он заказал пиццу, а они возят только в порт? В принципе, нам повезло. Как? Ну, подумай. Мы здесь среди прекрасных декораций. Наш план по-прежнему в силе. Он не мог просто так уехать. Не надо зря волноваться. Народ, меня одно этот отель пугает до усрачки. И мистер Дюмет. Пусть мне до глубины души противно в этом признаваться, я начинаю думать, что Джейми права. Спасибо. Давайте потише. Зачем? Его здесь нет. Но это не объясняет, почему он нас кинул. Вернулся, чтобы обеспечить алиби. О чем ты? Ну, чтобы, когда наши тела найдут на другом берегу, он мог все правдоподобно отрицать. Боже. Господи, Джейми! Перестань уже нагнетать. Это не смешно. Окей, ладно, только не жалуйтесь мне потом, если вас всех убьют. Что на тебя нашло? Да, я так. Что, так и не нашел сигареты? Юмор, пачки невидимых сигарет. Досада, автомат был сломан. Ну, давай, юмор. Вот и нет. Наоборот, я Ты нашел душный. пачку особых невидимых сигарет. Вообще-то я их курю прямо сейчас. Вот. Такой Тогда себе понятно, юморок. чего ты такой довольный. Так что теперь? Будем притворяться, что едим? Марк, минус. Серьезно, ты шутишь, короче, блин, а тебе минус влепят. А если бы он сказал то, что с досадой, то это бы, наверное, вообще никак не повлияло. Вот я вот что-то думаю. Блин, ну они, правда, иногда такой выбор странный дают. И ты не знаешь, на как он повлияет точно. Ты вроде выбираешь вариант, который тебе больше нравится, и думаешь, что он подойдет, а в итоге он не подходит, как бы, и ты получаешь минус. Такое себе. Какой у нас план? Так, Сэрин получше, а Марка вообще просто бум вниз вообще. Чарли. План? В лучших традициях Лонет Entertainment будем сидеть на жопе ровно, пока не прижмет дедлайн, и тогда мы быстренько чего-нибудь налепим, и я спасу все озвучкой. Ну, выпьем за Топику, которая больше не самый большой провал в жизни Чарли. Так. Враждебность, все, хватит энтузиазм, хочу выпить за вас. Ну давай энтузиазм, надеюсь, блин, Я хочу минуса не предложить влепят мне. За вас. Вот. Знаю, что вы надо мной смеетесь, но таков крест патриарха нашей маленькой семье. Марк и Джейми. Вы двое работаете за команду в 10 человек. И Кейт, несмотря на все ссоры, Прям ты ко всем плюс. сердце этого шоу. Ты нравишься людям. Так, и Эрин, которая потеряла мои сигареты, и признательность Эрин, мы бы без тебя пропали. Ну, естественно, признательность. И, конечно, за нашу новенькую Эрин. Мы без тебя пропадем. Ты единственная, кто помнит каждую мелочь. Спасибо всем. Вы молодцы.
Будем. как-то реабилитировался. Ага. Ну, Джейми также нейтрал. Кейт, ну, в принципе, норм. А вот с Марком плохо. Будем. За нас. Мазалтов. Этот материал поднимет шоу на новый уровень. Ага, если тупить не будем. Да, он нас точно слышал. Сейчас, наверное, сторитейлер покажет, который должен вставить свое слово, так сказать. Пора бы уже. Если бы услышал, Голове говорил бы закончится. по-другому. Наверное, не стоит обсуждать это сейчас. Ты сам начал. Что говоришь, Кейт? Ничего особенного, просто идеи прокручиваю. Думаю, лучше сделать, чтобы фаны выглядели максимально жутко. Это просто. А только мне кажется странным, что Дюмета еще нет. Да его не Да, будет, что походу, он надо-то, не не придет. понимаю. С чего хочешь начать, Чарльз? Ты главный. Спасибо. Думаю, нам стоит начать в вестибюле. Нам пока хватает света, и символично, что там все начинается в замке убийств. С таким светом нам хватит и пары прожекторов. Можно создать эффект газовых ламп. Прекрасно. А если Дюмет придет? Пожрете, вот и все. Так, не хочу его злить. Придется поговорить. Авторитет, допустим. Если будет ругаться, я ему тоже все выскажу. Он сам нас вынуждает. Ладно, берите все и переносите в вестибюль. Эллен этого понравилось. Теперь, пожалуйста, давайте вести себя профессионально. Без ошибок. Чистенько. Если он придет, не хочу, чтобы мы были заняты херней или разборками. Разумно. Мы за. Так, народ? Прекрасно. Рад это слышать. Я за минуту справлюсь. Короче, ужина не будет. Вина набухались и все. Класс. Супер. Ага. В стакане вино, кстати, под наклоном налито. В 2 бокалах, вот я вижу, оно под наклоном стоит, как будто бокал перевернутый, хотя в 2 других стоят ровно. Ну, как бы, уровень. Да. Курс изменен. Первая жертва. Эрин. Спальня Эрин. Там кто-то плачет? Эй, народ! Это вы? Нужно по шуму определить. А его можно выключить? Найдите источник звука, идущего из-за стен. Хорошо. Интересная, кстати, механика. Ну, я просто все смотрю, как бы, я знаю, что это где-то дальше. Нет. Любопытно просто, как шум меняется. Теперь шум прямо по коридору. Еще кто-нибудь в микрофон ей как пернет. Тихо. Стой, там что-то можно сделать. Только что же было.
Только что же было действие какое-то. Ну ладно. Выройте яму глубже. И лучше доверху залейте мой гроб бетоном. Закопайте надежнее, чем кого-либо другого. Слова вот этого Холмса. Бетона сверху. Потому что смерть не помешает мне и дальше убивать. Оп. Здесь вот глазочек есть. Все, больше ничего нельзя сделать. Ну ладно. Стой, бумажку эту можно? Я думал, картина какая-то. Ну ладно. Так, давай, источник шума. У нас получается вот раз коридор второй, а потом... Подожди. А где я только что ходил-то? Вот точно картина. Чуть не пропустил. То есть ей маньячела может в горло сандолить нож какой-то. Колотая рана называется. Как из этого коридора-то выбраться? Угу, я слышу, как дверь скрипит. Где-то там далеко еще. Опс. Угу. Неплохо. Свет вырубили прям. Это типа я сейчас могу одного персонажа потерять? Сейчас причем скример будет основанный на призраке скорее. Ну, какой-нибудь кто-то выпрыгнет, пройдет. За стенкой орет. И музычка играет. Это пластинку заела. Но я прям наготове, чтобы меня сейчас пугать будут. Так резко звук прервался. Я всегда пою, панике, страху волю не даю. Причем поет-то какая-то взрослая уже. Это не ребенок поет явно. Горы вообще с PS1, блин, притащили. Вообще не прорисовали их никак. Диктофон? Слушай, а эта штука там отодвигается. Поход какой-то на чердак или что-то в этом роде. Ну это явно вот, блин, какой-то... Крышка это отходит. Так, плеер. Чё орать-то? Прям пугает усатыми мужиками. И все. Про нее потом. Ну сейчас всех так или иначе, наверное, загонят в определенные рамки. О! Электрик сразу видно. Электрик со стажем. Пробки. Каратыша поймала, пробки горит. Кстати, возможно, это она и сделала то, что свет погас. Оп. А у этой обычный фонарик. То есть у нас у Марка какая-то красная лампочка, у кого-то вообще зажигалка.
А у нее Кто прям тут? вот фонарик есть. Мистер Дюмет? Элита. Что такое? Эта дама выглядит на 10 лет моложе, но как? Спа-колумб, баня, маникюр, спа-салон, уход за лицом и многое другое. Европейский секрет здоровья теперь на озере Мичиган. Детройт, Мичиган. Счет какой-то. 0451, это надо запомнить. Количество, описание, восстановка цифрового замка. Это код от цифрового замка. Цена $45, 60 центов. Общие затраты, бла-бла-бла. Разрешение на предоставление аварийного обслуживания. Я подтверждаю, что у меня есть полномочия на заказ компонентов системы безопасности, перечисленных выше, и что поставщик освобождается от любых претензий, возникших в результате установки или использования этого оборудования. Так, 0451, хорошо. Сейчас где-то этот код надо будет применить. Мистер и миссис Марк Эдвардс. Третий восточный маяк. Дальше неразборчиво. Озеро неразборчиво. Дата 3 августа 2011 года. Уважаемые Марк и Дженнифер, мы внесли изменения в завещании согласно вашему распоряжению. Документ дополнен условием, что в случае вашей смерти единственным владельцем всего вашего имущества станет мистер Ричард Белкнап. Ну, вот эта фамилия знакомая. Рекомендует передать копию данного письма на хранение вашему законному представителю. Помните, что все документы по завещанию, страхованию жизни можно просмотреть в нашем личном онлайн-кабинете. Подпись Джессики Максвелл. Джессика Максвелл, старший администратор. Все это никак не открыть, ничего, да? Я думал, это бабка какая-то, кстати. Будем надеяться, что это важная записка. Не работает. Еще вот тут можно сделать. Добро пожаловать в 21 век. Угу. Торжественное открытие 17 числа 17 года. Такое себе торжественное открытие. Кстати, если в 17 году этот отель открылся, он что, за 5 лет просто в такую рухлядь превратился? Это странно, кстати. Может, я что-то не понимаю. Ну дай. Все закрыто. Что-то еще, по-моему, можно сделать. Ни хрена. Наверх я попозже поднимусь. 0451, вон там надо будет ввести. Давай-ка мы чик. Просто вот, может быть, что-то новенькое появилось. Вот, посмотреть. Не работает. Света-то нет. Возможно, это какая-то потайная комната будет открываться. Там же фишка про кодовый замок. Это все я уже видел. Все, больше ничего такого нельзя сделать. Давай, пошли туда, короче. Посмотреть. Кстати, элементы головоломки добавлены в игре. А сюда никак. Подожди. А ну-ка еще раз. Бывает такое, что камера не все захватывает, то, что надо увидеть. Ей прям надо покрутить, чтобы персонаж это увидел. Но нет, это не работает. Дальше пошли. Давай быстрее.
Ну, я пройду поверху, и нам, по идее, должен быть ход на 3-й этаж. Это я читал уже. Ну, мало ли. Я просто переверну, как бы. Всё, это уже было прочитано. Может быть, мало ли, вдруг там от этого скрипт какой-то запускается. И все. Ладно. Блин, я надеялся, что эта дверь работает хоть как-то. А что делать? Ну, ты что, я сюда пришел. Тут ни дверей, ничего такого нету. Вот, посмотреть. Ну, еще монетку дали. Хорошо. Что ж, 5-я. Может быть, какая-то стенка есть потайная? Я вот прям вижу то, что вот эти куски обоев между собой отличаются. Может, куда-то надо подойти, надавить. Или я слишком сложно что-то прошу от игры. Блин, ну вот это вот, может быть, как-то можно что-то подвинуть, повернуть. Нет, слушай. Куда идти? Дверей-то тут не шибко много. У нас что получается? Выбило пробки. Значит, это надо где-то явно не на верхних этажах искать, чтобы их включить. Здесь я был. Стой. Недоступно. Куда код вводить? Если я правильно понял. Класс. О. В жуткой подсобке жуткого отеля на Надо жутком было- острове снимаю документалку про маньяка одна и без своего шокера. Надо, оказывается, было вообще назад Запомни, идти. Джейми, надо думать головой. Ты сама виновата. Туда вопрос, откуда я пришел. Давай, заходи ты смелее. Чик. Подожди, я ж тут был уже. Ничего не понимаю. Я в эту комнату заходил, но дверь была закрыта. Я типа открыл ее, получается, с другой стороны. Вон, я нашел, куда код вводить. Ну погоди, сначала мы осмотримся. Надеюсь, скрипт никакой не сработает. Что там? Надеюсь, ты доволен, чувак. Бен, собака, киллер. Перналия какая-то. И убийственная ставка. Онлайн-аукцион памятных вещей серийных убийц. Адрес доставки указан на почтовой упаковке. Номер заказа 1741. Дата 16 сентября 2017 года. Кстати, за день до открытия торжественного отеля. Оплата. Кредитная карта оплачена. Дата отправки. Количество. Наименование. Шляпа Холмса. Описание. Шляпа, принадлежащая Холмсу и запечатленная на известных фотографиях. Выигрышная ставка 21 тысяча долларов. Так, имя пользователя N1896. Хорошо. Кто-то заказал. Тот шляпу заказал. Ну, наверное, этот изобретатель. И да. Стой. Это что такое? Компания Cooper General Contractors. South Lake Avenue, Милуоки, штат Висконсин.
25 марта 2017 года. Уважаемый мистер Кларк, мистер Белкнап попросил провести дополнительную реновацию спа-центра отеля. В данный момент мы обсуждаем официальный контракт и хотели попросить остальных членов бригады подготовить смету. Мистер Белкнап готов предоставить подробный перечень необходимых работ. Сразу после получения сметы мы соберем дополнительную бригаду, чтобы на какое-то время облегчить работу вам и вашим коллегам. Промежуточный период продолжайте придерживаться условий, оговоренных в соглашении о неразглашении. Прошу считать этот период продлением предыдущего контракта. С уважением, подпись Келли Шредер. Келли Шредер, администратор проекта. Оценка затрат. Джесси. Планы и спецификации. Лора. Электрика и подготовка участков. Фрэнк. Стоимость проектирования. Моника. Получение разрешений, логистика, экология и прочее. Райан. Земляные работы, снос зданий. Это, видимо, работники, кто так или иначе принимал участие. Стоять. Скоро, кстати, скример будет. Чего там? Постоянно договора какие-то. Компания Cooper General Contract. Да. Уважаемый мистер Белкнап, после обсуждения реконструкции отеля для превращения его в туристическую достопримечательность, мы изучили ваш проект и выполнили оценку затрат на строительные работы. Прикладываю список работ, а также примерную стоимость проекта. Мы готовы начать работу во вторник, 17 января, и завершить их примерно через 10 недель в пятницу, 24 марта. Пожалуйста, свяжитесь со мной, если вы готовы приступать. Келли Шредер. Описание. Продолжительность, длины, часы, стоимость расширения, укрепления помещений для установки оборудования с подвижными компонентами 10 недель. Монтаж дистанционных приемников по всей территории. Капитальный ремонт системы трубопроводов отеля, в том числе подвальных помещений. Строительные материалы в ассортименте, полный перечень предоставляется. Всего, почти лям, кстати, долларов он потратил. Человек прям запарился хорошо, и он богатый достаточно. Не каждый может подобные вещи. Так, давай сначала мы код введем, а потом потом в комнату зайдем. Так, давай 0 4 5 1. Наконец-то! Хоть что-то из нашего века. Слушай, нет. Я пока свет включать не буду. Давай мы вот здесь еще быстренько пройдемся по комнате. Это прям... Сейчас свет включу и что-нибудь сработает. Давай, пик. Ну ладно, диктофон-то на батарейках. Что вы мне рассказываете? Кто-то пивасик любил перед камином похлестать. Стой. Обычно в таких глобусах в фильмах показывают то, что у кого-то там либо бар, либо какая-нибудь секретная шкатулка, ну там что-нибудь хранят, короче. Тут открыто. Подожди. Ну и тут, в этом зале-то я уже был, да, это ресепшн, только с другой стороны. Секунду, а тут прям какой-то театр, что ли? Сколько стульев? 4. Почему-то именно 4 стула. Ходит, тыкает пальцем куда угодно. Пробки. Да, пробки. Все. Все, что надо, я осмотрел. Пошли. Пробки включать. Вот опять эта механика будет с переключателями. Мультиметр, да. Так, сначала мы включаем нижнюю. Шлеп. Потом так. Вот так. Вот так.
Так. Потом вот так. Нет. Фаза. Это странно, кстати, головоломка. У тебя вроде все нормально получается, но дело в том, что с последней картинкой непонятно. Подожди, а может быть с этой начать? Ну да, нет. Еще раз. Чик. Вот так. Сюда. Ой, блять. Ну, я же хотел вот с этой, блин. Ладно. Давай, раз, два. Вот это. Вот так. Вот, теперь вот с этой. Долбанет мне. С какой начинать-то, а? Давай, допустим, так. Значит, первый раз я все-таки правильно делал. Как-то через жопу все равно эта загадка решается. Ну, загадкой особо это не назвать. Странно. Странная эта загадочка. Так, у нас тут все. Вроде. В принципе, можно вообще, по идее... Можно еще раз пробежаться. Где-то вот тут кнопка же, да, была тут? Вот эта песня жутко поет. Это занавес поднимает. Какого хрена? Согласен. Жутковатая картинка. Все, можем идти. Давай попробуем к ним подняться. Ожидаемо, кстати. Что к ним подходишь и все. И они вырубаются. Все? Больше ничего нельзя сделать с ним? Ну, как хотите. Так, давай, мы теперь только не по срезанному пути пойдем, а вот назад, как я шел. Где-то здесь еще какое-то радио работало или что-то такое. Кстати, диктофон. Где он был-то? Вот тут он стоит. Не пашет. А ну, вдруг, может быть, надо обязательно было свет включить. Рядом с ними кассета лежит. А, о, нашел. Да, понятно. Ну, давай, покрути. Все. Ну, хотя бы она в руки взяла ее. Сука! Кримерок. А фразу прервали. Ну, она выругалась как следует. Скримеров много, кстати. Да. Пришлось построить свой замок. Совсем как Холмс. Многие мои коллеги работают там, где живет их цель. Словно хотят быть пойманными. Холмс хорошо придумал. Главное выбрать место. Сигареты принесли? Как я просил?
Lucky Reds? Да. Они тут на вес золота. О, хорошо. Так вот, про место. Холмс построил отель. Примерно в миле от павильонов. И назвал его «Всемирная выставка». Он купил рекламу в газетах рядом с новостями об экспозиции. Простаки со всей страны думали, что отель официальный. Супруги Кэттл садятся на поезд где-нибудь в Небраске. Едут 3 дня, останавливаются здесь немного передохнуть, приходят в номер, и вдруг сюрприз. Из трубы под кроватью идет газ и травит их. А может, они падают в люк. Или вдруг разделяются, и один наблюдает, как другому перерезают горло. А почему он прям описывает все события пролога? Цели в избытке. И я выбрал те самые дома рядом с аэропортом. Весь этот район был запланирован под снос. Но все эти милые риэлторши, видимо, были не в курсе. Я звоню, как подрядчик. Говорю, что покупаю. Договариваюсь о встрече. И смотрите, на много миль никого, кроме нас. Поначалу я ждал, пока рядом пролетит самолет и заглушит их крики, но постепенно до меня дошло. Пусть кричат сколько угодно. Никто ничего не услышит. Это я и запомнил. Их крики. Можете сколько угодно изучать мои мотивы. Можете рассматривать под микроскопом любые улики. Это бесполезно. Вам не понять, Мюнный. Вы никогда по-настоящему не узнаете, каково это — смотреть, как угасает жизнь. Я думаю, еще таких несколько будет кусков. Но хоть как-то это раскрывает характер персонажа. Ну, маньяка вот этого. Знаешь, чем-то вот это, когда он дает интервью, чем-то очень похоже на сцену из фильма «Джокер». Так, ну тут все, да? Да ладно, закрыт. А было... А, вот, я отсюда как раз и шел. Тогда нужно обратно мне к манекенам, и там выход в зал. Ну, где ресепшн. Вот сюда. Как дела, Джейми? Электричество барахлило, но теперь полный порядок. Выглядит круто, как газовые лампы. Жаль, нет фольги, можно было бы сделать эффект мерцания. И так хорошо. Фольги. Я кое-что подправлю, когда Кейт придет. Но это займет пару минут. Так, одобрение. Спасибо за твои слова за ужином. Любопытство, где все остальные. Ну, давай одобрение. Эй, спасибо, что за ужином ты это сказал. Мы же одна команда. Хоть не всегда это помним. Это что? О, наконец-то продолжение истории. Эрин, темная комната. Откройте! Эй, помогите мне! Здесь очень темно! Народ, спасите! Эрин? Указание. Вытащите меня отсюда, беспокойство. Я не могу открыть дверь. Я не могу открыть дверь. Я не могу открыть эту дверь! Помогите! Спокойно, мы сейчас. Тише, Эрин, не бойся. А разве манекен сидел? Я не могу дышать. Я же говорю то, что у нее астма, и на этом прям играть будут. Мы рядом, все в порядке. Ты там хоть цела?
Мне нужен ингалятор, беспокойство, выпустите меня. Мне нужен ингалятор. Мне нужен ингалятор. Черт, у нее приступ. В каком ты номере? Я... Скорей! Я не помню вообще. Где мой? Дальше по коридору. Эрин, я сейчас. Постарайся дышать медленно. Хорошо. Как скажете. Мы тут, Эрин. Ты, главное, не волнуйся. Посчитай. 1, 2, Иди давай за ингалятором, блядь. Сейчас будем считать тут до 5. 3, выдох. Нам придется ее ломать. Все. Нет, блядь, не ломать. Они бы сразу могли бы треснуть, а то стоят, разговаривают. Мы с Марком попробуем выбить. По идее, насколько я знаю, глаза со временем во тьме привыкают. Здрасте. Это человек в маске, кстати. Уж больно пластмассовое лицо. Хотя у них у всех такое. Здесь кто-то есть? Защита. Ну давай защита. Нет. Не трогай меня. Ингалятор. Он стащил его. Напасть или взять? Возьмем. Я сейчас могу персонажа этого потерять. Бить не стал, как в видении. Они мне прям показывают, что надо отдохнуть. Окей. Спокойно. Но маничелло ушел. Вдох. Выдох. Все, норм. Спасли. А если бы я напал, возможно бы этот маньяк начал бы отбиваться. Кто знает. Тогда он воткнул бы мне нож в голову. Как это было в видении. Нормально. Все хорошо. С Марком плюс. Вы его видели? Пошли. Он там. Там кто-то был. Да он в стенку Со мной в ушел. комнате. Эрин, это был манекен. Нет, это вообще никакой не манекен. У него была шляпа, как у Холмса. Чарльз, ты ее в могилу загонишь. Ей уже мерещится херня из шоу. Неправда. Все нормально, Эрин, ты жива. Там никого нет. Давайте все успокоимся. Отведите кто-нибудь Эрин в номер. Да не буду я лежать. Все, идем. Пошли, Эрин. Сторитейлор. Сейчас он, наверное, потрещит, да будем закругляться. Вот и вы. Думаю, Эрин проявила настоящую смелость. Согласны? И где же наш гостеприимный Но мистер? я бы не сказал, чтобы она прям такую смелость проявила. То, что она потянулась за ингалятором, а не стала нападать. По идее, если бы она напала, это более был бы смелый поступок, чем за ингалятором тянуться. Но, по крайней мере, она на рожон не полезла, и отсюда конфликта не произошло. Не убили ее вот чисто из-за того, что она просто потянулась за ингалятором. Но маньячела в курсе, то, что у нее астма. В курсе, на что давить. Ему ничего не мешало ее убить. Он специально ее попугал, отрезал волосы, по-моему, и ушел. Для чего, пока неизвестно. Ну ладно. Дюмет. Сдается мне, он покинул остров? Как грубо не остаться на ужин. Но Чарли удалось поднять боевой дух. Тем лучше. Впереди их ждет много испытаний. Я только наблюдаю. Временами меня это печалит. Иногда я завидую вам. Я лишь записываю, а вы творите. Угу.
Вам лучше вернуться. Ну, да, пока- скажем так, слом четвертой стены, то, что типа игра тебя записывает твое прохождение, а решение типа ты сам принимаешь. Никто из наших друзей не оказался в беде. Совсем один. А теперь давайте-ка все выдохнем и не будем психовать. Нет, Чарльз, хватит. Эта затея и так была странная, но сейчас мне страшно. Ой, да брось. Я серьезно, мне это все не нравится. Неприятно признавать, но Кейт права. Кто-то хотел напасть на Эрин. Мы не знаем, что там было. Я видела кого-то. В темноте? То есть я все выдумала? Все успокойтесь, ладно? Дайте мне подумать. Аккуратней. И сцену покидает наш неизменно уверенный лидер. Чего он? Чарли думает, но больше похоже на истерику. Может, он прав? Если не снимем эпизод, мы в жопе. Издеваешься? Что? Я Я просто... столько лет надеялась, что ты начнешь принимать решения. Любые. И ты решил? Вот сейчас решил поспорить? Знаете, может, я сдурела, но я думаю, что Эрин не показалась. Здесь опасно. Там был манекен. Ты думаешь, я вру? Так что Я ли? думаю, ты не разглядела, потому что было темно. Я знаю, что видела. Видела она. Ладно, план такой. У нас Всем есть что-то план. кажется. Уезжаем. Так, секунду. Да, вот, кстати, просто как бы у нас могли бы, да, заканчиваться фильмы ужасов, если бы просто хотя бы хоть какой-то признак интеллекта был бы у персонажей, типа, давай пойдем в этот дом, который страшный посреди леса стоит. Нет, давай не пойдем. Просто давай вызовем, там, не знаю, полицию. И все, и все, и титры пошли, как бы. Ну вот, тут то же самое, как бы, давай просто отсюда уедем. Да, давай уедем. Собираются уезжать. Все, сюжета нет. Вот и все, финал можно уже запускать. Мы не делаем резких движений. Я сейчас разыщу Дюмета и поговорю с ним. Все будет в порядке, ясно? И мы закончим работу. На ужин он не пришел. Почему ты решил, что найдешь его? А у меня Ну, позитивный настрой. Вот они прицепились так к этому дворецкому, ну, скажем так, это дворецкий. Вот они прямо его ждут, как манны небесной, я не знаю. И сколько раз уже они постоянно про него говорят и говорят. Ну, я так полагаю, что меня пытаются отвлечь от чего-то важного. Чтобы я, типа, внимание переключил на то, что этого дворецкого нет. Пробуй как-нибудь. Браво, Чарльз! Твои бредни, просто отличный план. Дюмет уплыл. Я видела, Надежный, как помнишь? швейцарские часы. Может, вернулся? А может, нет. Неужели трудно хоть раз обойтись без негатива? Если подумать, эта идея Чарли не худшая в его жизни. Она даже не худшая за вечер. Ты особо-то не гордись. С приоритетами у тебя хреново. Да пофиг. Я пошел. Я с тобой. Стой. Может, останешься? Я быстро. Правда. Ты побудь здесь, чтобы не разминуться. Плевать на его идеи. Я валю. Я уже все решила. Кейт. Я ухожу, Марк. Так ты со мной? Эрин кого-то видела. Ладно, ты права. Извини, просто Чарли... Здесь опасно. Это важнее любой работы. Все так. Идем, Эрин, все будет в порядке. Жди здесь. Можете посидеть со мной, пока я соберусь? Я не хочу терять время. Я буквально за углом. Все сложим и сразу придем, честно. Не надо! Прости, я не успокоилась. Оставь открытый, чтобы меня было слышно. Конечно. Сейчас, наверное, как бывает в этих играх, наверное, будут делить персонажей. Ладно, гений. По два, Где будем искать по одному. Я не ищу Дюмета. Я планирую съемки. Если вдруг его встретим, отлично. Кошмар. Тебя Так, правда ну, только это волнует? Нет, вот, конечно. прошел Кейт, скажи. геймплей. Ты сама знаешь.
Сейчас мы будем играть за Чарли. По-моему, у него очков, в очках стекол нет, если я не ошибаюсь. Их забыли нарисовать. Зачем право? Без линз. Ой, блин. О, у меня уже 9. Текущее задание: ищите Дюмета. Вот они пристали к этому дворецкому. У меня уже 9 монет, сомневаюсь. Я только 5 собрал, по-моему. Может быть, за спасенного персонажа дают. Не знаю. Ладно, будем на этом закругляться. Да, вот если бы напал, был бы -1 перс. Я понимаю, что это. Это бы так и произошло. Логичней. Вот, ладно, будем на этом закругляться. Всем спасибо за просмотр, за поддержку, лайки ставьте, пишите комментарии. Все, будем прощаться. Всем удачи и пока. Подписывайтесь на канал.